Тебе оповещение пришло, да? А, работает. Так, друзья, всем привет. Всем добро пожаловать. Вы на канале BLStream, с вами Михаил. Продолжаем мы Assassin's Creed Odyssey. Прохождение 15 серия у нас. Че выключил? Понял. Хорошего вам настроения. Отличного и хорошего дня. А мы с вами начинаем с того, что будем драться с немейским львом. Вот, 29-й, тем не менее, уровень. Он набрал. Нужно действовать осторожно. Ладно, поехали, почилим с вами. Привет, привет, Данил, привет. Куку. И тебе куку. Лови лайк. Спасибо, спасибо, Данил. Тигр, короче, просто лютует. Такой вот тигр. По большей части от него можно увернуться, но как-то надо, короче, мелочи тут перебить. Держись. Держись, держись. Вот начать бы... Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Начать бы со второго таланта. Или вот так вот. Как в случае с акулами. Так, а где еще у нас мелочь? Как дела, Данил? Ну все, а теперь поехали с основным биться. Ты чтоб вы понимали, он даже У меня дела хорошо. не дает ударить. Forza Horizon мне не понравилось. Фига себе, это как сейчас было? Еще и промазал. Сейчас, секунду. Forza Horizon мне не понравилось. А у тебя как дела? Болеем, Данил.
Что это такое? Стой, стой. Данил, сейчас, секунду. Сейчас я с этим подерусь. Да, сложность у нас кошмарная. Что это такое? Что это за фигня? Это его рев, что ли, был? Охотник пришел. Но мне вообще не доставляет удовольствия, когда мою добычу забирает. А, нет, стой. Фу. Рысь! Ага, сейчас. Да хорош меня, туши. Давай. Ага, себя подпалила, да? Держи. Ну все, все, угомонись. Фух. Так, Данил, о чем мы? Как дела? Нормально? Так, добить наверняка. Forza Horizon не понравилось. Ну, на вкус и цвет. Тут как бы такое дело. Сика Прометея. Еще кто-то. Завязывайте его, ребята. Адепт космоса П открыть. Так. Стервятники. Там у нас еще с вами некая пещера есть. О. Давайте, наверное, отсюда уходим. Уходим и пойдем мы это сдадим
Угу. Из пещеры только надо выбраться. Болеем, короче, Данил, болеем. У жены подтвердили, у тещи подтвердили. Сейчас еще сын. Так, а как мне отсюда выбраться-то? Вот, поэтому сидим на карантинчике. Михалыч. Нет, это бревно. Реально показался Михалыч. Как-то так. Кушаем суши, фрукты. Где-то кофеечек, мандаринки. Как там твой друг-то? Играете в Майнкрафта? Что вы там промышляете? Поделись. Интересное, может быть, что-то там. Охотник. Охотник. Рада нашей встрече. Дафна, да. Шкура. Ну, здоровья Шкура вам, немейского ребят. льва. Прекрасно, как и сам охотник. Сила — ничто в сравнении с красотой. Даже Геракл. Спасибо, Данил, спасибо. Тоже не болейте. Своими речами ты поражаешь меня. Берегите себя. Мечом. Ты еще ничего не видела. Пойдем подмажемся. Только прошлый стрим у нас роман с Кирой был. Ну, теперь и... А кто это, кстати? Как ее зовут-то? Разблокирована новая гравировка 50 урона. Это ж не Артемида. Или Артемида. Охотник. Дафна. Рада нашей встрече. Я добуду остальные шкуры. Так, я понял. Можно посмотреть, что мы там получили с вами. Мы получили пару мечей. 1 урон воина от огня, горения. Сика Прометея. И Капис Пандоры. Охотник и животный. 50 к урону. И 100% здоровья для прирученных зверей. Мое почтение. Не, ну слушай, это супер, если перк, конечно, взять. К зверям. Вот чисто охотиться на зверей с данным мечом, наверное, будет смотреться хорошо. Так, по наемникам. Что там по наемникам? Не-не-не-не. А как мне узнать мой ранг? Димон Чистильщик, говорит, Дмитрий Чистильщик. Нет, походу, даже рядом не стоит. А, нет, вот он, ранг 5. Так, по культистам мы узнали, да, кого-то? Культ на стороне Афин. Значит, Афины на стороне культа. Расчетливый и загадочный бывший, нигде повсюду никто не вызывал такого страха, как Иобат с Лемноса. И кровожадными наемники, сражавшиеся от его имени. Под его чутким руководством эти разбойники страшили и угнетали многие земли. Границы не сдерживали наемников, поэтому силы Иобата могли носить удары там, где обычным солдатам это было не под силу. То есть, короче, мы разузнали, где он. Мне вот это вот интересно. Владеет шахтой в Атике. И знает... Оккультисты знают полимарх крепости Атики. Вот 2 в Атике находятся. Да. Да, и давай дальше тогда задание. Задание берем, едем. Так, это глаза культа. Смирин. Это, то есть, с нашей мамой поговорить. Так, это все не то, это не то, не то. Подожди, а где это? Мир животных, по-моему. А, вот оно. Найди сведения о настоящем отце. Это охота с Артемидой, да? Это мы сейчас льва убили.
А тут у нас следующие идут 38-е. Это вепрь. Бык какой-то. Ух ты. Вот, выйти на арену. Арена находится на северном побережье Певки. Земля пиратов. Это у нас там, по-моему, еще как раз-таки один культист. Это слепой принц. Греция. Задача в лагерях. В пещерах. Ну давай попробуем жажда жестокости. Выйдем на арену. Посмотрим. И опять же, если певка недалеко. Где у нас певка? Вчера здесь очень много Делос. И как она там? Миконос, да, вот бегали. Певка. Ох ты. Что далековато наша певка-то, друзья. Может тогда на Атику отправиться. Вот здесь вот. Пару культистов. Бахнем. Тест на гражданство. А, Сократ. Все, я понял. Быстрое перемещение недоступно. Не открыл. Сейчас исправим. Ох, ладно, побегаем, почилим какие-то квесты. Квестов хватает. Выполняй. Да? Все, Данил, походу, отвалился, да? Бывает. Так, красть нам нежелательно. Я тут. Я говорю, как у вас там дела? Как там у вас? Сам-то отвалился. Да, дай бог. Как Майнкрафт? Какие новости-то? Делись давай. Где твой дружбан? Эх, блин. Ты уже не первый раз так говоришь, когда я был на стриме. Да я просто говорю, знаешь почему? Потому что я спрашиваю, а ты молчишь. Ну, может быть, ты ушел. Да он в майн не играет. Он типа нормальный, да? Ну ладно. Пой. Это ты, а у нас один, да, покемон, который в Майнкрафт лупит? Мы в Horizon сыграть хотели, но управление ерунда. А может быть этот джойстик стоит, Данил, подключить? А, слушай, это на этого слепок, который выполнять. Да он Алкивиад, нормальный. я смотрю, тебе весело. Да, он норм... Вот, я про это же. Хвала богам! Майнкрафт он не играет. Увидели, как я красив, и прислали мне Он достойную не пару. мазохист, как я, меньше, чем Линк, больше, чем. Ты пьян? Ян хуже, чем обычно. Ты пьян? Прости меня. Ночью я люблю дойти до состояния, когда приятно общаться с Я на зеркалом. джойстике играть не умею. Ты в настроении. Хорошо погулял. Других не бывает. Но есть одна проблема. Сейчас. Тому важному политику надо вернуться домой. Но видят боги, я ему не поводырь. Он сам дойдет, когда проснется. Короче, я вот на него не хочу квест выполнять. Я, простите, блин. Бегать, поручения, всякие слепки, хотя мне надо, да? Ты поможешь? Помогу ему добраться. Давай, да. Дело пустяковое, но, может, тебе придется его нести? Счастливчик. Попробую довести его до дома, пока он в сознании. Пока в сознании. Ясно. Отведи его к северу от Пирейского порта. Его дом где-то там.
Куда его теперь? 350 метров бежать с ним. Это, я знаешь что? Играл в этот Final Fantasy по Steam. Она же вообще для плоек. Там тоже вот управление на самом деле неудобное. Там как-то X, C, V, короче, управляешь, но пришлось привыкать. А почему в Horizon так? Управление, говорит, ерунда. Может, там какие-то подстройки можно сделать свои? По идее, ну, должен поменять. Но если, опять же, игра для плойки, то некие трудности вызывают. Действовать осторожно. Мишка вчера тоже он забежал, говорит. Нефес на харде на стоковой машине прошел на ручном управлении, но Horizon по управлению хуже некуда, там просто машина скользит как по маслу вместо дрифта. Эй, зачем мы сюда Я идем? сделал М? подстройки. Мы точно Да. заблудились. Ну, тогда, значит, не судьба поиграть. Так, братан, у нас... Сейчас, подожди, я солдат пьяного донесу. Может быть, на лошадку его посадить? А, вот, походу, есть проход. Ну, блин, солдафона. Зачем мы сюда пришли? Так, это твоя хижина? Он и правда тут живет? Все, как нам сказали. Вперед! Да. Моя любимая НФС. Я, короче, солдата убил, который должен был спасти. Задание выполнено. Ну типа да, я его довел. Довел и убил. Или нет? Ты пофигу, пускай валяется. О, 3 к шансу. НФС это карбон. Ох, гоночки, карбон. По-моему, НФС-ка она разве называется? Я помню на ней. Я на Мустанге в основном проходил. Тоже нравилось. В свое время. Так, подожди, я недавно вроде как анонс новой в этой части видел. Выйдет новая серия НФС-ки. Если мы про гонки говорим. А, да, друзья, давайте прибавим. Да, про гонки, ну, значит... For Speed. Убийца устойчивости стихиям. Еще нравилось в этот играть. Гран Туризма. Я не помню, какая серия на PlayStation на первой. Четкая тоже. Игрулька. Так, тут, значит, 5-е. Тут я качал. Если враг заметил, 6 секунд попадут. В дальнем бою снижен. По-моему, доспеха хотел качнуть. Попозже доспех качнем. Прицельный из лука, все выпущенные стрелы попадут в туловище и нанесут 175 урона больше, да? Подождет немножко доспех. Да, будет. Да, и Ассасин будет новый. Вархаммер уже вышел. Каждый месяц, по-моему, какие-то новые игры выходят. Только подбирай по свое желание, возможность и вперед. Ну, 15-й стрим уже Ассасин.
Хотя, на самом деле, я Spellforce первый, ну не первую, а третью часть проходил. Тоже там долго. Там у меня где-то серий по 20 вышло. Spellforce. Кстати, завтра, да, Spellforce будем проходить этот Fallen Good. Надо заканчивать тоже с ним. Хотя там где-то середины, я так предполагаю. У меня видяха сдохнет. Видяха сдохнет. Слушай, я свою видяху, кстати, разбирал недавно. Зубы кому хочешь, Сократ, но только не... Разбирал. 2060, наверное, год отработало. Прокладки потекли там. Вот, я их немножко почистил этим обезжиривателем и так далее. Ну и заново приложил. Я просто не знаю, как там прокладки эти меняются, как они, термопрокладки. Там надо же миллиметры подбирать под каждую видюху. Там сколько там, 5, 3 миллиметра, 2 или там миллиметр. Они там тоже разные. Алексиос! Я так и Ну что, вроде думал, работает. ты передумаешь. Но, увы, сейчас не время для любви. Обслуживание Как проводил. скажешь. Молодец. Мне жаль прерывать наш разговор, Сократ. Но, думаю, ты наговорился за нас обоих. Ну, смотри, обслуживанием. Я тогда 770 обслужил, блин, она мне потом перестала работать, а там отвалилась эта память, или как она там. По-моему, видеопамять мне сказали отвал. Нужно купить лист, нарезать его, вот тебе и прокладки. Нет, там надо как-то замер сделать, они там разные по толщине. Там может и 1,5 миллиметра, и миллиметр. В смысле? Это я понял. Но они тоже по размерам надо соблюдать. Верю, твой рот может не только... По толщине, короче. Поговори с ним чуть дольше, и, возможно, обнаружишь искру знаний, что прячется за его Память утомительными На ухаживаниями. 770, да. Ну, я не знаю, мне так говорили. И укор в одном предложении. И вправду талант. Ля. Ты появился как раз вовремя. Мой друг по имени Сафан хочет стать гражданином Её Афин, можно и ему было не помешает починить. помощь. Твоя. Я помогу, Сафон. Да мы разговаривали уже на этот счет. Не знаешь, как сказали починить? Это и геморрой. В микроволновку. Не в микроволновку, в духовку, говорят. Поставьте, говорит, видюху разберите, там, говорит, прогрейте, может заработать. Спасибо. На моя? Подойдет любой мистий, но ты любимый. Нужно добавить его имя в один список. Слишком просто. Хотя если Скажи, есть в чем станок, подвох? ну или фен Тебе строительный, придется было бы проникнуть в Метроон, а вход туда запрещен, и вписать имя Сафана незаметно. Он И так хочет можно. получить гражданство незаконно. Сказал бы сразу. В следующий раз так и сделаю. Здание, что ты ищешь, рядом с Агорой. Удачи! И еще один. И еще. Так, тестом гражданства давай. Да нет, Данил, мы уже говорили, по-моему, с тобой на эту тему. Я этот канал смотрел, Данил Герасимов-то компы чинит. У них Меня никто не заметит. мастер был, он сказал, что вообще 70-й серии частенько страдали отвалом чипа. Поэтому ремонтировать, ну как сказать, ну такое себе ее. Она вроде изображение кажет, так устроено. оно вроде изображение кажет, но установки драйвера начинает искажаться. Да ладно, пофигу. Я тебя изрублю. Ой, а чё это вы? А, это капитан. Держи, капитан. У тебя не отвал чипа был. Типа ты влияешься на память. Карточка. Сейчас, секунду. Ну, отвал памяти или что-то там. Короче, отвал. Отвал, да, памяти. Его имя в списке. Пора вернуться к Алкивиаду. Так, тихо. Уходим.
Почему у меня все время какая-то неприятность? Опять, что ли, супер женщина? Что ж такое-то-то? Еще и промазал. Ну, хорош. Ну, Мишаня, ну, погнал. Так, надо немножко расстреляться, а то что-то... Ты глянь, афинянин меня. Смотри, смотри, все крестьяне. Сейчас опять меня метелка убьет. Ну я походу умер тут. Опа, опа. Можно не блочить, пожалуйста. Стой. А, добить наверняка. Это культист, что ли? Привет всем. Здравствуйте. Опа. Горим, 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 горим. Мишанька, здравствуй. Опасно. Грызи его, орелик, грызи. А, ну стой, говорит, да, погодишь ты. Я же говорю, культист. Опа.
Вот шнырь какой, а? Видно, занижают они, вот и получается. Кто-то практиковался в стрельбе. Короче, тут культист, и мне надо это проходить, но пока тяжеловато, что-то прям ядом. Я раньше от яда особо не умирал. Видно, занижают они, вот так получается. Это... про что? Про что мы... Подожди, я туплю. Бывает. Не заметили. Так, это мы выполнили, да? Вернитесь к Алквиаду. И тут культист. Попытка номер 2. Возможно, Я пошел. возможно, стоит поставить вот эти стрелы. Вчера написал. Дела делать нужно. Удачи, брат. Сейчас. Так, 10 убийц. Воина к адреналину за удар. Нет. А, про Дискорд. Так мы вчера еще матушку Мишане отвели. И то же самое. Спасибо, Данил, что забегал. Спасибо большое. Спасибо. Матушку тоже отвели и тоже подтвердили. Короче, вот так вот. Опасно. А, вот стрелы меняются. Разобрался. Так, стой, но это обычный стрел, тогда не будут наносить мне яда. Вот он, культист, вот он. Да, месть очень сладка. Я готов. Оп, говорит, копьем. Орел, отвлеки внимание, брат. А это еще кто такой? Во, давай. Вот это Матриона, ну просто так глянь на нее. Ты куда ты с лука-то, ну? О!
Я себя мучаю. Да куда ты по... Стоп. Там топор. Сожгите припасы, сокровищница. Мне бы не хотелось бы еще тут драться лишний раз. Припасы там. Ну, не, ну серьезно, странно, да? Я тут вообще чисто случайно еще и нашел при этом оккультиста. Как так? У нас жизнь плановую помощь запретили, врачи жуть болеют. Плановую помощь запретили. Не, я вчера, честно, как-то был прям недоумение. Матушку проводили, там и надо бахилу одеть. Она такая, выйти на меня отсюда, говорю, а кто ей поможет? Я помогу. А сама эта коза даже жопу не подняла, чтобы помочь. Там бахилу одеть. Ну там очень много бабушек, им тяжело одевать бахилы. При этом выгоняют, орут, что у нас красная зона и так далее. А сама сидит молодая коза на этом ресепшене и, говорю, даже 0 эмоций. Туда, туда, туда и все. Я все понимаю, там, что нельзя, там, и так далее. Ну, банально хотя бы дайте бахилу помочь одеть. Представляешь, старушка сгинаться будет. Так, а где еще припасы? Припасы, припасы. Не понял. Да, орел, нас с тобой сейчас заклюют. Где ты? Вот они. Еле нашел. Они не скоро оправятся. Нормально зачистили. Ужас, но понимаешь, везде есть такие люди. А женщины, они еще хуже. Мы мужчины в плане получше. Мой любимый Ты не видел, Мисти. как мои акушерки Имя разговорили? Да не, просто я к чему так говорю-то, неотзывчиво, потому что очень тяжело идти, матушке, да, все-таки, сколько Кате, 60? 67? 65. И тяжело идти, плюс у нее еще эта корона, получается, она не прививалась, она, ну, не хотела. Вот. И мы заходим, там народу-то в основном нету. Вот только в порог. Она проверила у нее температуру. Она даже не посмотрела на счетчик, что у нее была температура, походу. А я только в пороге был. Она такая... Я говорю, я не на прием. Типа, меня проверять не надо. Я говорю, вот только помочь матушке. Выйдите, у нас красная зона, там туда... Она, то есть, она даже слушать не хотела. Не спросила ничего там. Туда-сюда. И я смотрю в окно, мы с женой на улице стояли, ждали. Теща присела, сама бахила одела и пошла там в какой-то кабинет. Я говорю, вот эта коза, она даже, ну, не помогла. То есть, представляешь, да, старушки нагнуться, одеть бахила. Это дойти сколько труда стоит ей до поликлиники. Фана в списке. Хотя это рядом. Не обошлось без жертв. Или, по крайней мере, меня бы не выгоняло бы. Я бы там помог подняться на второй этаж, одеть Я бахилу. не ошибся, выбрав тебя. Я просто не понимаю таких людей. Я-то по добру. А получается, что я теперь понимаю, какое там добро. Имя моего друга в списке. Теперь я хочу попросить еще кое о чем. Не, я помогаю таким людям.
Если бы ты сказал раньше, я бы уже выполнил оба поручения. Быть может. Ну, Мех, это не тяжело на самом деле. Можно было просто спросить. Что нужно делать? К сожалению, Сейчас, можно было просто спросить, вы помочь, но нельзя там дальше, да, там вот здесь можете там помочь, одеть бахил, там куртку взять, там повесить. Дальше вам нельзя. И все. Ну не так, красная зона. Сидит одна, блин, нет никого в округе, блин, просто одна. Красная зона у нее. имя Я просто херею с таких. обеспечит ему гражданство. Нужен свидетель, который подтвердит его право. Хочешь, чтобы им был я? Будь все так просто. Есть у меня кое-кто на примете. Типа, Великолепный мужчина по имени Перой. если бы это все было, как бы, знаешь, немножко, ну, поскандальней, возможно, она бы по-другому разговаривала. Ну, вот такие, это... Все методы, которые они используют, нифига не работают. Да, конечно, не работают. Причем здесь красная зона и так далее. Человек на приеме, проводить кому-то надо. А то я ее провожу, блин. А я говорю, даже жопу не подняла овца. Я найду этого красавца. Отлично! Я знал, что ты поможешь. А если не хотела жопу поднимать, ну хотя бы, говорю, не выгоняла. Ну так нельзя. Пора найти Пероя. Обычно он... Ладно, я всегда думаю о том, что мир круглый, Горы. и все это бумерангом вернется. Просто попросить? Перой должен сказать, что родители Сафана были из Афин. Тебе решать, как убедить его помочь. Какого там Сафана-то помочь? Он что-то слишком дофига квестов мне дает. Я вот что заметил. Свидетель где-то в Больших Афинах. Ага, свидетель. Его можно найти на Агоре, к северу от Афинского монетного двора. Давай, все. Есть свидетель. Подожди. В Больших Афинах. Я вообще на Атике. А ты представь, я с такими людьми работаю, плюс еще начальство такое. Михась, ну, терпение, что сказать. Терпение тебе. Надпись на стене. Подожди, а где я? В Больших Афинах. А где у нас Афина? Ну ладно, ты не проходил Каулопси Толху. Ктулху, Калов, Ктулху. Не. Я что-то прям боюсь что-то браться за под названием Ктулху. Нам одного Ктулхи хватило. В Больших Афинах, подожди. Свидетель где-то... Так, найдите свидетеля и поговорите с ним. Свидетель где-то в Больших Афинах. Его можно найти на... Агоре. Агора. На Агоре, к северу от Афинского монетного двора. А где у нас Агора, друзья? Кто-то что-то видит в плане Агора? Так. Что-то я, короче, потек с этой Агорой. Арголида. Но это не Агора. Может быть, вот так вот Агору надо смотреть? Ничего не понимаю. Ну, квест обычно показывается, где он. О, тут скоро мы узнаем, кто это. Кстати, награда у него, смотри.
Урон от кинжалов, урон сзади, урон воина. Вот урон еще этого бы тут был бы, не воина. Вчера Вальгаллу начал играть. Ух, клевая игрушка, тебе она зайдет. О, я надеюсь. В Ассасина, где новость вычитал. Искренне надеюсь, что она мне зайдет. Сейчас миг что-то сообщение доходит туго. Так, это 4-й кусочек мы нашли, да? Урон убийцы, урон охотника. Кстати, можно поставить, попробовать сюда. Урон убийцы. О, вот так вот. Почему бы и нет? Урон воина охотника спартанским солдатам. Вчера Вальгаллу глянул клево. Так, тебе зайдет. А про нового Ассасина где новость вычитал? Слушай, новость надо вообще читать на сайте. А дата выхода, календарь выхода игр. Сейчас скажу. Тут уже Warhammer вышел. Ну-ка, это что такое? Еще Warhammer 40 тысяч, какой-то Dark Kid. Весна. Выйдет. Вот, The Day Before, типа этого наподобие. Помнишь, мы играли, как она называется? Том Клэнсис, вот, The Division. Вот, наподобие, что-то такое выйдет The Day Before, летом 22-го. Но это такой пока легкий анонс, потому как могут и его отменить. Сталкер 2. Вот, осень, Assassin Warriors. Assassin's Creed Warriors. Осень 22 года. Разработчик, издатель Ubisoft. Режим одиночный, вид от третьего лица. Осень. PS, PS5 и... Короче, компьютер, плойка и Xbox Series. Тоже плойка. Это возможно название, она возможно поменять. Следующая игра популярной приключенческой серии, действие которой предположительно развернется в Японии периода Эдо. Спасибо. Главной героиней выступит только что примкнувший к братству ассасинов Акако Ширатори. И официальный сайт. Сейчас я мешаю. Я могу скинуть, секунду. Пересечение Assassin's Creed, пересечение истории уже доступно. А что за пересечение истории? Мы рады сообщить о выходе 2 новых историй кроссоверов между мирами Assassin's Creed Odyssey, который мы играем, и Valhalla. Каждая из историй доступна бесплатно обладателям соответствующей игры. Первая история доступна в Odyssey, а вторая в Valhalla. О, слушай. Действительно стоит. Что это за история пересечений? Залез за одной новостью, короче, нашел вообще другую новость. А я могу. Вот, в общем-то, да, по поводу игры, ну, надо ждать, Мишань, видишь, там это все только поверхностно, потому как это все поменяется, даже предположительное название, и все в этом духе, оно тоже может поменяться. Вот, как-то так. Поэтому ждем, надеемся, и все будет хорошо. Будем смотреть. Компания of Heroes выйдет зимой 22-го. Третья компания of Heroes 3. Я так чисто, кстати, вне стрим проходил, играл. Так, по поводу пересечения, надо как-то посмотреть эту информацию. Мне что-то очень прям понравилось. Но у меня Вальгалла нет. Мне, возможно, надо Вальгаллу купить, да? Убийца, урон воин. А что это такое? Не, у меня Ареса. У меня, кстати, нормальный доспех. И к мощности стихии мне тоже понравилось, если используем мы эти дот-эффекты. Вот, перчатки неплохие. Убийца к мощности стихий. Так. И крита. И у меня пират. А это змея. Комплект. Это 3-й комплект, кстати. Обалдеть, 3-й комплект змеи. И у нас будет 30% урона от отравления к ослаблению.
Что нам надо сюда? Какую гравировочку нанести? Крита какого-нибудь? Шанс крита, что-то такое, да? Вот, тут мне нравится. Так, а тут... Убийца, урон от яда. У меня, кстати, тут тоже змеи нет. Хоть, может быть, сам как... Что-то какой-то соберу сет. Именно соберу, а не который дали. И задание. Давай смотреть задание. Часть артефактов потихонечку выполняется. А, глаз космоса. Ну вот, собственно, да, я и получаю за глаз космоса, которых убиваю, этих культистов. Комплект змеи. Так, подожди. Где этот брат-то? С заданием. Так, это какие-то у нас задачи в лагерях разбойников, в пещерах. Узнать об отце. Вот он. Найдите критского быка и убейте его. Кать, по мифологии, знаешь, кто такой критского быка? Я тоже не знаю. Какой-то бык. Вот, есть свидетель. Вот. Арена находится так. Этому потом, слепой царь потом. Алексиус мне внес имя Сафана в список граждан, но Алквиад сказал, что это недостаточно. Алексиус должен был убедить свидетеля объявить Сафана истинным гражданином. Гражданином, да. Найди свидетеля и поговори. Минотавр? Опасно. Найди свидетеля и поговори с ним. Его можно найти на Агоре Афинского монетного двора. То есть он где-то должен быть рядом. А, вот они, это большие Афины, все правильно. К северу. Север у нас сверху. Как камень, что-то Алквиад. Да какое горе-то? Короче, ладно. Где-то он должен быть здесь тогда. Большая Афина к северу. Проходил мифических созданий. Афинский монетный двор. Я нашел. Кстати, сейчас через кузнеца пойдем. Созданий мифических, по-моему, нет. Сегодня только льва убили. Ну, считается это мифическим созданием? По-моему, не должно. Не, какой-то конкретный квест, наверное, ты имеешь в виду? Нет. Создание. Ну, я бы сказал, что немецкий лев, какой-нибудь лань, там, вепрь, это и есть те самые создания. Где-то. Не, лев не считается. Там подвиги Свидетель. Персея. Вот и ты. Подвиги Персея. Нет, Мишань, значит, не брал еще пока этот квест. Чего изволишь? Пока не брал. Так, друзья, я что-то хотел улучшить, да? Что-то это из перчаток и гравировку. Урон воина, здоровье. 10 силы крита, 3 к шансу. Хочу, но основные древнегреческие существа. Понял. Значит, будем смотреть. Так, удар героя, клич Ареса, 3 к шансу. Ну, давай, может быть, либо сила крита. Наверное, к шансу поставим. Если что, поменяем гравировку. Я только ее и могу поменять в целом. Так, что по поводу... Подожди, купить. Таблички. Нет табличек, эх. Улучшить. Кинжала 2700. Обалдеть. Лук 4500. Я просто... Куда ты такие? Откуда такие?
Это пираты, да? От способности, кстати, убийца 50%. Это грудь. Извиняюсь. Ну что-то как-то дороговато. 3200. Посмотрел я «Экспедиция Рима», игрушка ролевая, как Вестлин 3. Рад тебя видеть. Экспедиции Рима я тоже глянул краем глаза, скажу честно, но мех. Ну, не дают что-то, не дают. Не хотят. Да, пошагово и так далее. Ну, 2 куска выкидывать, ну. Это его Алкивиад считает красивым. Не могу Передай Диону. Больше ничего не даст. Понял. Хоть Вообще ничего. Пускай приходит сам. Я не по поводу долга. Так что тебе надо? Свидетель ты, да? Мне нужна твоя помощь. Мне нужна твоя помощь. Точнее, не мне, одному человеку. То, что он не пришел сам, уже заставляет насторожиться. Тебе нужно Я подтвердить буду гражданство сам ждать человека. скидки. Алкивиад сказал, что ты легко справишься. А, Алкивиад. Он настойчивый. И Игры кому же я пока должен завались. помочь? Его зовут Сафан. Да, Сафан? Я его знаю. И не стану помогать. я типа тоже добавил ее как-то в этот назов... И что-то на старые игры потянуло. А я не знаю. Расскажи, Список желаемых добавил, пускай болтается, ну, Всегда остаются в будет возможность, Он поиграем. своих людей ради денег. Удел Сафана смерть, а не гражданство. А, не кори себя, ты не знал. Но теперь знаешь. Я заплачу тебе. люди Диона придут к тебе забрать долг. Я стримлю как бы, я заплачу. Жена, Я... Я это сделаю. ты не хулигани. Сразу. Самое главное, Мишань, чтобы было интересно с кем пообщаться по поводу этой игры, понимаешь? А то получится так, что как RPG Апокалипсис. Вроде игру дали разраба, а играешь и никому она нафиг не нужна. Хотя тоже интересно, по сути. Ну, RPG, пошаговые бои, там... Знаешь, как типа Neverwinter Night тоже вот. Бегаешь отрядом, качаешь, дерешься. Ну, не нравится. Ну, а что сделаешь? Ну, не нравится. Охотник там какой-то бежит. Поэтому также и с этим с Римом, ну не дали. А чё, ну купишь ты ее, опять будешь бахать. Ну не нравится она людям, и думаешь, и чё, зря выкинешь как бы. И сам как бы не понимаешь, вообще зайдет она тебе, не зайдет. Ты вернулся! Смотрю, Сколько на него можно квестов-то брать? Ты хорош. Ты? Он не может без меня. О, с Сократом, да, ему поговорить. Не было? нет, но его пришлось подтолкнуть. Я опасался этого. Надо где-то сокровища какие-нибудь поискать, а то что-то улучшение стоит очень дороговато. Ты опять не все мне рассказал. Мое терпение на Нет, исходе. Вестлин был Такие, норм. как Сафан, заслуживают второй шанс. Васланд. Не думал, что для тебя это так важно. В следующий раз позволь мне самому решать. У Вестланда там, по-моему, DLC какое-то вышло. Передам Сафану. У третьего, я имею в виду. Какие граждане вредят соседям, хорошие помогают, так? Но как понять, хороший это гражданин или нет, если мы не даем ему шанс? Блин, еще и с Они Сократом. сделали в этом Ассасины, как Ведьмак 3 попросили фанаты их. Люди могут измениться. Плохие стать хорошими. Но ведь верно и обратное. Хороший человек тоже может стать плохим. То есть каждый Нам не квест угадать, что у отдельная человека на история. уме и как он поступит. Ну, это правильно, Миш. Но это правда, ну, по крайней мере, мне это, ну, интереснее. То есть, если мы, говорю, берем там какой-нибудь синдикат, условно, ассасин, где ты бегаешь по городу, и там влияние каких-то областей, чтобы, ну, заручиться влиянием, ты должен выполнить, там, условно, украсть и, там, поймать, там, захватить. Ну, как бы все одно и то же, да.
А тут все верно. Так и надо, как бы, я считаю, двигаться. Меньше болтай, а помню, так даже нить поменял. Можно судить по тому, мы не способны что-то либо предугадать. Люди непредсказуемы, это я знаю. И это порой осложняет жизнь. Если ты прав, то остается Разоговорился с либо Сократом. верить, что люди склонны к добру, либо не давать таким, как Сафан, второй шанс. Отменяют ли хорошие поступки плохие, а плохие хорошие? Поговорим об этом в другой раз. Отменяют ли хорошие поступки плохие? А плохие, вот это он правда что-то прям это. Проверьте снаряжение. Самое главное, да, вовремя измениться. Не, у меня комплект змеи. Я сейчас денежек подкоплю и, возможно, улучшу. Урон воина. По поводу Вестланда, блин, вообще супер. Но вторая конкретно интересна. Третья, конечно, были там недоработки. Даже мы проходили с вами. Были какие-то глюки там где-то. Но это ладно. Так, задание Глаз Космоса. Давайте тут еще дальше, наверное, будем продолжать какие-то брать. Демосфен. Опять Алквиат. Наконец Сократ. Я вообще на Атику пошел-то чего? Тут два культиста в Атике. Один что-то в шахте, а другой, по-моему, владеет шахтой. Сейчас посмотрим конкретно. Давай, вот смотрим. Да, на Атике, да? По поводу культистов. А, вот он один отвалился, культист, вот этот. Это был Глаз Космоса. А вот этот культист торгует рабами, владеет шахтой в Атике. Вот где-то его надо найти. Это вообще 49-й. То есть, было бы неплохо найти шахту. Угу. Вот, а чтобы нам найти шахту, где-то стоит тут повозиться, побегать. Возможно, может быть, где-то и здесь. Здесь, по-моему, культиста одного я убивал. Остров Соломин. Вот эти синенькие, по-моему, квесты. Как раз-таки Ричард говорил, что потом лучше их выполнить, а иначе там соспойлеришь себе прохождение. Богиня войны. Хайре, Если ты так хорош, как я слышал, у меня есть работа. ты знаешь меня? Только не задавайся. Где Я дадут знаю обо всем, подсказку? что происходит в этом городе Мисти. Разве я могу... Где дадут подсказку, где в Атике будет квест с ним. Ага, Я не понял. пытаюсь льстить тебе. Я хочу нанять тебя. Нужно устранить пару спартанских солдат. Идет? А чё не идет? Идет. Ты хочешь, чтобы я сделал эту грязную работу? Боюсь, возникло недопонимание. Почтенный, Мы же тоже со Спарты. Демосфен. ты заблуждаешься, думая, что я убийца. Я думаю, что ты Что-то с хочешь рабами подзаработать. связано. Разве нет? Да, в целом ты прав. Что ж, чего ты хочешь? Мне доложили, что спартанцы оживились. Сейчас узнаем. Я хочу, чтобы Надеюсь. ты ослабил их. Проберись в крепости и убей командиров. Хорошая идея. Спасибо за похвалу. Принеси мне их печати, чтобы я знал, что они мертвы. Я щедро награжу тебя. Да, кстати, выбери Обычно сторону, Афине я за действуют Спарту был. иначе. Ну да. Важно то, что это сработает. Мы и так потеряли слишком. Я что-то вообще у афинянина беру квест убить спартанцев. Полководцы не согласны со мной, но я не позволю им погубить нас. Что они предлагают? Они хотят честной войны, чтобы наши войска открыто выступили против спартанцев. Все правильно. Но нам не одолеть спартанских громил в честной битве. Тогда что ты рыпаешься? Так ты убьешь командиров? Мне есть чем заняться. Удачи с печатями. Но у него квест так и будет, походу, висеть. Понимаешь, вот как ни крути. Вообще, ладно, знаешь что?
Давай берем. Передумал? Решил Может. Ну, Типа мы все равно наемники и пофигу. Ладно, я согласен. славно. Мне все по... Мы наемники, мы за бабло. Матушка наша безопасности, а остальное нас там ничего не колышет. Окей. Спартанских полимархов, которые носят при себе печать, можно найти в спартанских крепостях. Угу. Аттика большая, крепостей тут тоже дофига, да? Ну это интересная идея. Ловить сейчас, искать крепость. Блин, а? Гора Пенеделиктон. Смотри, сюда надо сходить. И где-то здесь искать. Гора Переделич... во. Ну тут, в принципе, показано расположение. Я просто думаю, либо сюда... Там прячется мистик или серебряной шахте. Мишанька. Я понял, спасибо. Пойдем до Орла. Сейчас будем искать какую-либо крепость. Ну что, поехали. Конь мой вороной. Слушай, класс прыгает. Носит при себе печати. Можно найти. Да, у меня Филипп прям вообще модернизировался. Сначала был простой, потом какой-то фиолетовый, теперь, смотри, прям крылатый. Ну, что-то он у меня не... Крылатый какой-то, не такой. В Галле они платные скины, но пару скинов сносных. Платные пару скинов. Да нет, тут и так далее. И что-то интересное с пересечением каким-то там. Вот я что-то начитался. Причем в Одиссее, потом в Альгале. Три спартанские печати. Так, это афинские. Ватики. Так, на горе-то, да, там сказал где-то. Будем искать. Киносарга. О. Чё в садах? Но только в Эльгалле. Там сокровище. Пёс или сокровище? А ты поймешь, о чем там. Ага. Но тут же, по идее, мне надо как бы две части тогда купить. Чтобы далее сначала здесь пройти, а потом и в последующий. Во, зашел. Зашел так зашел. А по воде тоже он ходит? Было бы неплохо. Крепость, покажись, крепость. Знаете-ка, довольно такая внушительных размеров-то. Ух. Мишанька, я вчера что-то вспоминал кино, никак не мог вспомнить. «Дети капитана Гранта» смотрел?
У меня что-то только в голове отложилось с того фильма. Помню, что очень интересно, я за него переживал. Это когда Кондор... Она поприкольней будет. Она как бы учла ошибки прошлых. Кондор утащил одного из этого... Я жду из детей. респонс. Вальгалла, она поприкольнее будет, но... Надо, значит, пересмотреть. Короче, я помню только переживание, когда Кондор утащил одного из ребенков. Если это было. Ну, что-то такое. Ошибки прошлых, но Юбика всегда так. Поищу укрытие. О, стоп. Что-то мы нашли? Мы нашли? Тихо. Тихо ты. Ты кто? Шахта. Не дошел до детей капитана Гранта. Старый фильм. Думаю, что сейчас можно в хорошем качестве его посмотреть. Вот она. Ну, та самая крепость, хочешь сказать, да, Миш? Там рядом будет квест. Так это Серебряная гора. Ты мне сказал Пенделикон, вот эта гора. Да ладно. Вообще, без разницы. Нашли. Это хорошо. А вот он, видимо... Похоже. Там будет квест. Так, а мне появляться-то нельзя. Проблемка. Да. Там, я помню, была шахта. Серебряная шахта. Ну тут, видишь, опять же, тут, по-моему, афинские солдаты. Блин, пошел за одним, пришел к другим. И он появляется во время квеста. Этот бусурманин, да? Ага. Тихо, факел. Одиссея, игра на 190 часов. Зато полностью погрузишься, Миш, в этот, в сюжетик, в геймплейчик, ну и так далее. Может быть, где-то она в каком-то плане и поднадоест. Попозже. Не, хороших игр должно быть много. Я что-то... Кстати, там два концовки. Ой-ой-ой-ой-ой. Знание. Кто это? Змей. Блин, я не сохранялся, вы, ребят. Опасно. Опасно, отвали. Тихо.
Ты глянь. Не надо! Не трогай! Не надо! Прыгай, прыгай, брат, прыгай! Тихо, тихо, тихо. Ну ты куда? Ну ты... Куда ты не прыгаешь-то? Я не сохранялся. Мне тяжело. Какой-то квест. Квест непонятно какой. Ладно, пробуем дальше идти на эту Серебряную гору. Так надо сохраниться. Да ты... Братан. Печати у тебя? Потом. И я буду ждать. Мне все по... Это было просто мощно. И вы мне вот как-то... Ну, Семен Семенович. Тут нет быстрой перемотки. Тут Филипп еще плохо ездит по этому городу. Он толком добегает до какого-то препятствия и все, и тормозится. Так, напомнить надо, чтобы сделал там какой-то схрон. Ты где? Так, следовать по дороге. Пошел. Ты чё, сам-то не следуешь, что ли? Нет. К сожалению, сам не следует. О, кузнец еще, кстати, есть. Таблички, таблички, таблички. Швейная мастерская. Стой тут. Нету. А продать? А если продать? Шанс у крита спартанским солдатам убийцы. Кстати. Мне не нравится спартанским солдатам. То есть, типа, вообще. О награде за вашу голову. Сведения о наемнике. Все продал. Все факела, все продал. Давай, братан. Было интересно. Ну да, факел. О! Ослик. Ёла-пала. Ослик. А, там есть функция, а я что-то не учел. Да, у меня там и так один хлам практически, если так посмотреть. Сыр, яблоки, ржавые какие-то побрякушки, сломанные мечушки. Вот по поводу, кстати, хилки. Ну как же она неудобно работает. Вот когда вот прям надо. Вот кого надо было приручать. Рысь топ. Оленю в лоб. Пас. О.
Так, я уже подхожу, да, к этим самим шахтам. Тут еще, что самое интересное, да, тут можно, типа, взять квест. Ну, по крайней мере, какие-то знаки восклицательные. Но как-то, опять же, я туда захожу и... И чё? И все, и дерись. В этой игре, как в Вальгалле, практически стелса нет, им можно пользоваться, но из-за построения и колва солдат сложно. Вот, все равно у меня как получается, как захватываю, ну, данную шахту, данный объект. Ну, никак выполнение каких-либо поручений, заданий. Вот что-то из этого. Давайте 2 минутки, друзья, сделаем. Небольшой паузы, так скажем. Кофейку, чайку там. Стелса нет, и можно пользоваться, но из-за... А я вообще в Вальгалле... Как-то я думал, кстати, по поводу Вальгалла. То мы Древний Египет мифология, то Греция мифология. Ну, понятно, там до этого еще тоже были страны, там Венеция и так далее. И там было много... А это вообще, это Вальгалла, это какая там кельтская? Какая там, Катя? В курсе? Эти боги-то, там я только знаю, что этот волк, который солнце проглотил, здоровый. Какая там культура или как там это? Мифология кельтская? Что там за сюжет? С чем связан? Сейчас я... 2 минуточки. За воротами там много лежачих. Чё? Он за воротами, и там много лежачих. Пробуем. Сейчас, короче, просто, я думаю, зачистить. А потом разбираться. Внезапный удар. Все, не надо нам никаких внезапных ударов. Все нормально. Кто-то что-то спалил. Прыгни вниз. О, здравствуйте.
А, это работяги, да? Ага. Да подожди-то, вот веревки-то. Погнали всех рубить. Подожди, подожди. Ты только не кричи, ладно? Тихо. Братан, меня подожди. Стелс, 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 нужен стелс. Вон, он там! Я тебя схвачу! Тут я тут. Так, теперь сожгите припасы. Работаем. Аккуратненько. Чистенько. Все? Там еще какой-то, правда, есть, ну ладно. Где припасы-то? Покажись. Я их нашел. Они там в углу остались. Типа, я что про культуру-то спросил? Там же, типа, отправляйся в Альгалу, вот это вот. И здесь к Аиду отправляйся. А как пересечение? Типа, по временному отрезку? Времени? Так, смотри. Зачистка произведена, да? Все хорошо. Сохранение тут сделать нельзя. Вот как Афины разбогатели. Ага, на серебре. Теперь идем в саму шахту, там, где я погиб. В Вальгалле в конце поймешь. В конце пойму. Понял. Чуть не убежал. Это часть О. не ответить на вопросы подготовка. Я не знаю, куда мне столько железа-то, ну серьезно. Я себе, наверное, уже могу подводную лодку тут как-то скрафтить.
Смотри, мне маслом каким-то брызнул в лицо. Быстро разобрались. Тихо, какой карта? Стой, стой. Там кто-то спит. О. А то я в прошлый раз сюда зашел, тут и началось. Вот, опять охотник идет. Охотничек. Там лежит тело. Будьте начеку. Опять он видит тело. Я сам его найду. Давай, давай, я тут. Оп, оп. Убийство другого наемника всегда приносит много драм. Ха! Спалился. Представляешь, мы хотя бы тут с тобой вдвоем. А не как в прошлый раз. У меня есть дела поважнее. Подожди, а я же ей не пробил, походу, ударом героя. Да ладно тебе, подожди, не махай так. Фига себе. Ну как так-то? Ну серьезно. Надо было все-таки сохраниться. Ну чё ж такое-то? Блин, я вроде пробиваю ее. Какой там у нее талант-то? Прожимается так, что она выходит из микростанов-то. Ай ты. Не, в следующий раз сейчас зачищу, пойду сюда, сохранюсь, выйду. Засада, да. Угу. Думаешь, сейчас кинжалами ты там накидаешь, побьешь, убьешь, и все нормально. Не, выходит из микростана. Стражники. Темно, да, я понял, да, факел, спасибо. Тут не в факеле дело. Это вот она, походу. А, ну она еще 32-й, я теперь понимаю.
О. Опять свою эту какую-то комбинацию жмет. Хорош лечиться. Он там. Есть. Ну куда ты пошел-то? Ну как ты? Блин. Где же ты? Попал. О. Ты кто? Ты откуда стреляешь-то? Стой. А. Хорош. Блин, сзади заходит еще. Что там подобрать? Подожди, подобрать что-то. Да, плюнь ты его. Есть. Фух. Ну, сейчас получше. Сейчас, по крайней мере, мы хоть кого-то тут уже срубили. Там еще сокровище. Так, идем срочно к работягам. И вам здравствуйте, друзья, да, добрые. Так, мы тут сохраняемся, смотрим. Теперь как-то на карту. Где-то тут у нас некие задания. Шахта зачищена, задание где-то здесь должно быть, да, но нам надо зайти там еще какого-то. Убить главу. И вот это что такое? Вот смотри, опять это крутится, вертится. Кто это такой? Непонятно. Возможно, это и есть культист. Возможно. И заметьте, еще и пропал знак.
Да куда ты присядь-то? Тихо, не кричи. Подожди, а где я-то? А чё, как вы так-то? Ага. Опять идет некий охотник. Можем его тут встретить с вами. Да чё все ты? Да елки зеленые, ты что ж такое-то? Да почему вы в шахту-то претесь-то? Давайте попробуем откупиться. Меня уже не могу я в закрытом этом помещении как-то с ними совладать. А шахту надо пройти. Так, где наша карта? Карта, так, откуп. Просто одолели вы сюда идти. В открытом, может быть, пространстве это хорошо. Он гороху взяли и пошли вперед. Здесь меня могут заметить. Да тут нет никого. Дайте зайти нормально в шахту, убить там капитана какого-то, собрать. И выйти. Ну, капитан, да, такой. Слабенький. Тридцать 35-й раз этот сундук я беру. Стекло, камни, железо. Стекло, камни, железо. А, ну все, кэпа нету. Будет весело. Сколько их тут спало-то? Чё? Подобрать, нанять. А это еще кто? А, постовой.
Вы закончились тут? Стражники, охранники. Мне за... Да у них у всех какая-то горелка там. Еще один придет. Черный что-то там подобрали. Хватит. Хватит. Ну, надо отсюда выходить. Да что ж такое-то? Братан. Все. Ага. А еще не все. А где сундук? Смотри-ка, там еще что-то вверху было. Понял. Отсюда сподручней. Смотри-ка, какой ух. Саркофаг. Наручни Агамемнона. Это, кстати, уже вторая штука. Наручни. Блин, тяжеловато, да. 10 воина от тяжелого, 15 крита. Горение воина. У меня убийца к адреналину, крита, к общим стихиям. Но сюда мы можем что-то. Интенсивности горения. Воина крита от тяжелого. А это что? Понятно. Сапоги. 40% урона крит удара при низком уровне здоровья. Представляете? Ну. Были бы они синенькие. Так, у меня змеи, да, стоят. Комплект. А, вот и доспех еще. Воина и Агамемнон. А что еще есть у меня? Спартанский герой. Нет, это не то. Доспех. Перчатки. 3 вещи есть. Агамемнон вот этот. 4 даже есть. То есть не хватает просто шлема Агамемнона этого. И будет full set. Стоп, там еще копье, по-моему. Так, по лукам. Пока все убираем. Наемнички. А, вот он, Диман, чистильщик, такая-то самая. И не дошел. Так, по заданиям. Я кого-то тут ищу. Какой-то там шахты Культист торгует рабами, владеет шахтой в Атике. Вот этого, да? Что у нас по заданию? А, соберите спартанские печати. Короче, нужно искать эти... Авант, как они? Крепости спартанские.
И этот еще работает в шахте. Как она? Владеет шахтой, да? Ну тут должны быть какие-то восклицательные знаки, где можно было бы квест взять. Они все пропали, я тут всех поубивал. Возможно, здесь какое-то. Сейчас мы дойдем, наверное, до суда. Посмотрим. А крепости спартанские искать, возможно, где-то выше. Точно, что не на юге. Так, там у нас опять спартанские. Ой, афинские. Это не спартанские. Ни разу. А Мишанька написал, да, если это по квесту, то он должен появиться. Но я, по идее, там всех поубивал, но его среди них не было, этого культиста. Сунёна башня какая-то. Два часа прошло по стриму. Это как так-то? Я думал, честно, сейчас прошел где-то часок. Но вы заряжайтесь, мы где-то ближе к 5 часам закончим стрима. Ту-ту-ту-ту-ту. А, кстати, это самое, Мишанька, если ты здесь на стриме. Он появляется только во время квеста. Да, во время квеста. Если еще можно оккультиста типа рядом, и можно какой-то квест взять, то там пишут, что вызовите типа орла, вы можете получить некие сведения какого-то там культиста. Ну, короче, типа предупреждают, что поблизости есть. Тут я уже зачищал. Понял. Понял. Ну, тогда не беда. Можно на песчаный залив здесь посмотреть. И отправляться. Либо тпшнуться и отправиться на гору. Сейчас я здесь хотя бы дойду. Буду осторожен. Ты кто? Они спят. Кто это? Вы бандит или кто? Не пленника, короче, убили. Кстати, похоже на культистов. Да стой ты! Какая-то реликвия квест. Лекарство, да? Хорошо.
Она что, дома сидит или как? А? Ну, хорошо. Хорошо. Пошли сегодня за лекарством. Что-то не добрали. Неплохо сходил. Вот и квест в шахту практически какой-то надо табличку принести. Может быть, появится тот самый жук. Опять рысь. Не трогай, это мои шкурки ходят. Да дай хоть раз попасть. Как где-то там есть-то? Все, тихо. Еще рысь. Вот так моя. Надо, говорит, вам стрелы изготовить, друзья. У нас стрелы на исходе. О, этих уже 30-ка тоже стала, я заметил. В комплекте. Просто, типа, лев, чем интересен? А, за мной нет охоты, да? Лев чем интересен? Ну, здорово, вроде прыгает, ну, да, уворачиваешься и отбиваешься. А рысь этот мелкий комок шерсти, ты кусает, хватает, еще и на плечах у вас катается, блин. Выбирай осторожно. О, не, ребят, не. Тебе что-то нужно? Пока что без табличек. И какую фигурку я нашла на рынке. Угу. Просто, но красиво. Я таких раньше не видела. Я там нашел какую-то фигурку. Если ты про деньги, нет. Но жрица в храме оценила бы ее по достоинству. Как и последователи Ареса. Но они меня пугают. Хочешь, чтобы я убил последователей Ареса? А ты смышленый. Перебей всех без исключения. Боги к тебе благосклонны. Я уже все сделал. О, прикольно. Не только с виду. Спасибо. Возьми. Спасибо. Все, и квест выполнили. О, и косарь заработали. А, это кто? Подожди. Это буйволы какие-то, да? Ладно. Так, хорошо, сделали тут некие квесты. Так. Ничего мы не нашли по поводу вот по поводу культиста появился какой-то жук. Показать. Я отправлюсь за Деймосваид и возьму с собой своих людей. Миджай? Гарпал, в те времена служители космоса добирались даже до других культов. В рядах последователей Ареса объявился запальчивый проповедник Гарпал. Он обещал им крови и плоти, взамен они должны были стать его чудовищной армией. Умерев, вы воскрешаете какие-то ботинки бессмертного. Но сам факт, что мы нашли. Не вот это вот культиста... Ладно. Торгует типа рабами, где-то у него там шахта. Вот он, Гарпал. Посижу тоже, поиграю в Вальгалу. Давай, Мишань, не располагайся сейчас. Я пошел еще одного жука поймал. Видал как? Да проглоти, ты чего ты кривляешься-то, пилюльку? Ну прилипает, надо водичкой запивать. В Альгалу, говоришь, поиграешь? Ну, ты хитрый какой. Так, где-то он здесь. Вон. Не понял. Он где-то в храме, что ли?
Привет. Да стой ты. Точно в цель. Подожди, а как мне его искать-то? Там, короче, кто-то дерется. Во-во-во. Нужно быть... Так, смысл в том, что мне как-то надо идти в вход в пещеру. А, братья, беги. Я никогда этого не забуду. Куда пошел? О! Фига себе он тут. Он тут пятачат нарезал неплохо так. По шкуркам. Так, погодь, а как? А как тогда зайти-то? Смотри, там некий сундук. Еще дальше. А где тут заход-то? Я что-то вообще не понимаю. На каком-то острове есть отсылка к Одиссею. На каком-то острове есть отсылка к Одиссея. Это про Вальгалу ты, наверное, да, говоришь? О, пещера Ареса. Вот, нашел. Хух. Думал, уже не найду. Сейчас колесил бы. Нет, все нормально. Прям рядом. Как раз культист тоже там про Ареса что-то говорилось. В пещерах не очень как-то камильфо так-то драться. Нет тут где-то. А. Там корабли. Да дай отхилиться-то. Блин, ну это... Ну, как я могу сзади посмотреть, что нету места? Ёлы-палы. Ну, а сзади не было места. Ну. Типа ты дерешься, батишь, а там просто уступ, и ты не скатываешь. Тебе надо прыгнуть, тебе надо shift нажать. Ах. Сейчас я, друзья, секундочку. Сделаем небольшую разминочку.
Чайку, кофейку там. И сейчас продолжим. Ух. Туру-ту-туру-ту-ту. Сейчас подойду. Там... Чего там, корабль разбитый, свиньи ходят? Интересно. Ну, может быть, мы повстречаем. Разбитый корабль со свиньями. Пока только разбитый корабль с медведем был связан. Слушай, вот как я не ваншотнул-то вот с этих вот... второй талант у меня. Опасное место. Мужики, давайте. Дымятся, плавятся. Просто нельзя. Не надо. Тихо, тихо, хрюшка. Давай, сзади его. Блин, я на лавочке еще сижу. Подтвердите убийство. Сейчас бы меня еще кабанчик бы забил бы. Все, нашли мы еще одного. Вам не победить. Ботинки бессмертного. Ну, ботинки я не буду одевать. По-моему, это немножко не то, что я хотел. Я хотел змеиный комплект собрать, посмотреть. Что-то сегодня как-то, может быть, драйвера
поставить какие-нибудь посвежее. Что-то вчера вроде нормально работал, сегодня какие-то тоже легкие такие. Подзавихрения. Так, а что тут у нас? Ага. Тихо-то, тихо. Вот здесь они меня как раз таки и убили. А там сундук. Shift, так, це плыть. Плыву. Позолоченный посох. Ё-моё. Пещера Ареса. Это все была пещера Ареса? О, ребята поскакали. Привет там. Передавайте. Так. Львиные что-то. Нет, мы сейчас дальше будем. У нас этот самое. Атика. Серебряный грифон. Погиб. Так. Культист находится на острове Китира. Это мы пока не знаем. Это кто? Тоже пока неизвестно. Это где-то на арене. Владеет, торгует шахты в Атике, да? Шахта Атика. Атика там большая. Так, подожди, вот это мне... Урон убийца охотника в режиме ярости. А тут от яда урон убийца. Ну. Пока поставим. Это посох. О, урон убийцы. Воина. И урон от посохов. Это оставим. 12% урон убийца. Так, это нам не нужно. При низком уровне здоровья воина, бессмертный какой-то. Но тут на воскрешение. 5-я табличка. Да, мы между делом потихонечку-то еще на копье улучшения находим кусочки. Так, ну тут задание где-то оно что-то связано. Так, это не то. Это глаз. 5. Еще 4 найти. 5 нашли. Греция. Выполните задачи. Вот. Отлично. Задача в лагерях разбойников. Пока что нет. Это арена. Слепой царь. Вот. Спартанских полимархов, которые носят при себе печати. Их можно найти в спартанских крепостях. А тут указано, какой остров? Пока не нахожу. Угу. Ну давайте тогда в горы сюда отправимся, да? Тут вроде как бы нету. Тут мы взяли квест, а на этих мы потом выполним. Плюс мне тут еще одного надо культиста найти. Где-то в шахтах. Мишаня сказал, что там серебряный квест появляется, да? Вон. А мне надо крепости найти, чтобы задание выполнить. Может быть, просто плюнуть пока на этот квест. Он как бы есть и есть. Может быть, все-таки на Алкивиада поработать. Типа, между тем он даст какие-то квесты на Атике выполнить, и мы как раз-таки отправимся в другое местоположение. Ну, я имею в виду сюда, вот на гору куда-то. Атика как у нас? Атика у нас большая. Заброшенные поля, хребет, пляж. Это все Атика. Можем через пристань как-то выдвинуться.
Да, попробуем на Алквиада пока еще побегать тогда. А по ходу пьесы, как варианты, найдем крепости. Че он там выпил, пилили? Угу. Ты всегда появляешься, когда мне нужна твоя помощь. Похоже, это мой дар. Тебе от меня всегда Родной, ты что-то мне кофейку не сделаешь? Пожалуй. Пьяный политик, которого я провожал. Возникли сложности. А, Ужасно. Но я... пьяный, говорит. Я жив, а он погиб. Природа жестока, его убили дикие звери. Ясно. Ну, бывает, что планы меняются. Ты как-то легко это воспринял. А что делать? Нам лучше забыть эту историю. Считай, что ты его не видела. Ты говорил, тебе что-то надо. Ты его не видела. О, сразу быка за... То есть у меня тут чувство, как будто каноническое прохождение должно идти за сестру, а не за Алексиуса. Уже не первый раз в диалогах к нам обращается в женском, да, слагательном. Ага. Ладно, все просто. Есть одна вещь, она дорога мне как память. Принеси мне ее. Что тебе нужно? Это Алисп. Увидев его на земле, даже ты вряд ли нагнулся бы, чтобы его поднять. Но мне он очень дорог, и я бы хотел его вернуть. Мне казалось, ты не из тех, кого волнуют такие вещи. Мое прекрасное лицо и светлые локоны — это всего лишь фасад. А за ним? Это слишком личное. Лучше поговорим о деле. Я за ним схожу. Принесу тебе Алисп. Возможно, эта женщина не захочет его отдавать. Назло мне. Попробуй забрать его незаметно и возвращайся. Ее дом на востоке. Не бойся, скоро ты его получишь. Так, как камень. А что тут за очередь? Та-та-ра-та-ра-та-та. Та-та-та-та-та-ра-та. Если меня тут заметят, будет плохо. Будет плохо, да? А тут вообще без вариантов. Тут смотри. На 5 квадратных метров 2 стражника. Блин. Желаешь смерти? Тихо, 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 тихо. А там нет никого, ребят. А кто это сделал, да? Кто теперь самый Да. сильный? Я кушечку-то жму, чтобы... та-та-ра-та. А не пошло. Еще какой-то спамит, что-то... Division, что-то там на Reddit написали. Тебе нужно... Найду его и верну. Так, найду его и верну. Стой, а я квест почему не отметил? Сбился, что ли? Да где ты есть-то? Где ты есть? Так, это не то, не то, не то, не то. А, бык обитает в эмиссаре.
Вот он, Алкивиад. Причем там тоже можно, кстати, квест взять. Я заметил, да, есть. Тут наверняка есть охрана. Брат, вот почему у тебя сразу второго таланта нету? Не заряжен. И кто меня А, вот он. Будет весело. Погоди. А вот и ты. Он каменный. По-своему неплохо. И тут еще и квест должен быть. Да что такое-то? Игра, отпусти. Куда они очередь? За колбасой или зачем? Че у них? На массаж? Да. Это он. Не такой формы, как я помню. И намного длиннее. Ей будет его не хватать. Так он не был твоим, да? Я его украл. Это не просто Алисп. Это семейная реликвия и подспорье мужа. Ты меня подставил. Теперь он будет больше заниматься любовью и меньше торговлей. Думаю, это придется ей по вкусу. Ты соврал! Опять! Да нет же. Просто не очень точно выразился. Ты сказал дорог как память. Дорог? Просто не мне. Ни слова лжи. Мне так не кажется. Важно только одно. Ты принес Алисп. Ты жук, а? Он очень мне помог. И что дальше? Ну как? Рука руку моет, верно? В конце концов, ты мне никогда не отказываешь. Показать тебе, какая чудесная штука этот Алисп. Не хочу. Ты не так понял. И на этот раз я тебе откажу. Я это заслужил. Ты обманщик. Рукавица Алкивиада. Сколько на него квестов-то выполнять? В баню эти рукавицы, они, в принципе, простые. Урон от копии. Нет. Так, ну давай посмотрим, может быть он опять тут что-то придумал. Не, кажись, мы выполнили на него все квесты. Я бы тут, знаете, куда? Зашел бы, наверное, к кузнецу глянул бы и пошел бы к Гиппократу. Да, тоже некие квесты на него повыполняем. А у кузнеца заценим таблички на корабль. Так, здрасте. У тебя хороший вкус. Мне бы что-то купить. Ну, слушай, ассортимент, конечно, прибавляется. Тут уже эпические вон топоры. Воины в режиме от огня. Что-то уже замечаю, очень много с огнем связано каких-то. Воины урона от огня. Вот, есть таблички. Хорошо. Смотрим, что продать. Так, это пока нам нужно.
А, Мишанька говорил продать все. Просто Мишань, видишь, тут как... Тут если 5 штучек где-то или там меньше, то проще кликнуть, чем правую кнопку зажать, и оно как-то дольше идет. Приходи еще. О, спасибо. Так, корабль. Я хотел еще одно место, а там 4 таблички. Может быть, оставим, да? Для улучшения. Тут по 2, тут по 3, тут вообще пяток. Тут 3. Тут урон от копий. Вот это бы хотелось бы. Прочность корабля плюс еще место. Оставим пока. Не будем тратить. Ну, прохождение сегодня уже попродуктивнее, на самом деле, да, сразу льва загасили. Порт Пире. Что-то какое-то заклинание читает. Здравствуй. Славная лошадь, Сократ. Очень славная, здоровая, а еще краденая. Опять он, короче, грузит. Мне придется сообщить страже, Сократ. Ведь это долг гражданина, так? О, отлично. Уверен, что не поторопился с выводом. Опять грузит. Это шутка. Вопрос вот в чем. Есть ли в шутке доля правды, и изменишь ли ты мнение, услышав историю целиком? Что за история? Человек, который украл эту лошадь, здесь, неподалеку. Я еще думаю, как следует поступить, но хотел бы узнать твое мнение. И как мне принять решение? Ты волен решать сам, но сначала поговори с вором. Можно ли простить преступника? Занимательный вопрос. И где сейчас вор? Ждет у конюшни к юго-западу отсюда. Ты видел, как он крадет лошадь? Что мешает ему сбежать? Надежда оставить ее себе. Дело за тобой. Он все расскажет. Так. Блин, опять за мной эти, короче, жулики. Драться неохота, по городу бегаем. Давай, откупимся. Тут недорого. С конокрадом. Если заметят, мне не сдобровать. Ой. Можно с тобой поговорить? Это вор. Ты попался. Готов! Тебя смерть! А куда он пошел-то?
Опять меня метлой бьют, друзья. Ну что это такое-то-то? В общем-то, я понял, что там надо всех бахать. Я думал за ним бежать. Опять мирные жители с метлами, со всякими там поварешками на меня набежали. Его убить, что ли? Он говорит, выслушай его. Ну а как я выслушаю, если это запретная зона? Ну и квест, ну, так, задание сменился. Так, это не то. Вот он, Сократ. Что так FPS? Там 85 стоишь FPS, поворачиваешь 20. О, заработала видюха. Что самое интересное, когда ты дерешься, у тебя начинает твоя неподалеку охотники появляться, накапливаться. Но при этом, если ты умираешь, все у тебя забирает и уровень, и лут и так далее. Но при этом шкала заполнения остается. Наверное, должно тогда все падать, раз отнимают. И шкала в том числе. Везде стражники. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Куда ты собрался-то? Ну, смотри, 2 стрелы получил. Трындец. Сократ просто подстава. Поговори с ним. Вообще никак не поговоришь. Ну, то есть надо всех убивать обязательно. Прыгнуть попробовать на него в стелс режиме. Надеюсь, меня еще не заметили. А, тогда я его убью. Загнаться в сарай? В сарае драться. Это вор. Ты попался. Давай посмотрим хотя бы, куда он побежит.
А, ну то есть он сам шуганулся и побежал, да? Преследуйте, говорят. Преследуем. Это ты украл лошадь? Сократ послал. Что-то он какой-то слабенький, да? Сперва поймали, теперь еще и Мистий. Поверь, я лучше, чем афинский стражник. Что-нибудь скажешь? Хозяин лошади не расстроится. У него их полно, а моя сдохла на той неделе. Были бы у меня деньги, я бы купил, конечно. Почему ты выбрал именно эту лошадь? Ее было легче украсть. Других причин и нету. Ну, и я не хотел брать лучшую. Благородный вор? Я украл не просто так. У меня не было выбора. Я узнал достаточно, чтобы сделать выбор. Прошу, не суди строго. Ради семьи ты поступил бы так же. Ну, соответственно, да. Ребят, чат открыт для всех. Если что, пишите, не стесняйтесь. Спасибо вам большущее за поддержку. Ну, Сократ. Яблочки. Мы, кстати, сегодня таких яблочек тоже прикупили. Трескать, капустка, морковка. А чем, подожди, в Греции-то славится финики или что там растет хорошо? Оливки, оливковое дерево. Ты решил, что должен сделать? Я черные люблю, маслинки или как они там? Если вору лошадь нужнее, пусть оставит ее себе. Это справедливо. Ты полагаешь, что преступника можно наказать или наградить в зависимости от обстоятельств? Нет, чтобы он просто выжил, ему нужна лошадь. Его семье, все. Интересно, мое решение вообще что-то значит? Или ты просто проверял, как я поступлю? Возможно, и то, и другое, а возможно... Черненькие, да, оливки? Ну, топ прям вообще. Ты нарочно путаешь меня. Ответь на один вопрос. Если человек убивает другого, чтобы спасти многих, это справедливо? Или его нужно покарать? Если намерения были благие, значит, он прав. Значит, в такие времена суд вершат люди вроде нас. Многие скажут, что убийца должен быть наказан. Те, кого он спас, не согласятся с этим. Тогда решения, которые направлены на благо людей, правильны. Согласен? Да. Хватит? Нет времени болтать. Само собой. Это непозволительная роскошь. А те, у кого есть время, нередко страдают от недостатка ума. Блин, крестьянин напротив стоит, там ягодицы свои показывает. На коне. 17 тысяч опыта. Хорошо. Но никто не дает квеста, чтобы идти туда. Давай тогда сюда заглянем. Что там мы обнаружим с вами. Так, урон воина, способности, да? Копьем мы пока не улучшили. Тут улучшения некие сделали. Можем, по идее, броню. С вероятностью 10% атакующий вас противник будет оглушен. Хорошо, броню. Тут луки, и потом что-то... Но я так думаю, что здесь мне все пока хватит по талантам. Надо что-то с дальностью сделать. Очень понравилось. Дальности отстреливаться, отходить, байтить, кайтить, короче, на разблокированную гравировку 15 крита.
Типа на дистанции, знаете, как-то всяких мечников там вышибать. Так, а ты не новый кузнец, мне интересно? Да, здесь, по-моему, какой-то другой кузнец. Я ходил к этому. Сейчас еще давай у этого посмотрим. Может быть, таблички есть. Тогда бы и кораблик приобрели. То есть улучшили. Что ищешь? Купить. Не, какой-то он, ну, это самое. Трезубец. Урон воина, урон животным и от огня. Спасибо. Так, охотник, тихо, тихо, тихо. Мы мимо идем, мы никого не трогаем. Опять что-то убейте капитана там. Подожди. Оливки, блин, обожаю черные эти. Прям банку могу съесть. Ну, вот есть такие баночки. В салатиках, прям каких-нибудь оливьешечках там. Прям, прикусочку топ. Алкивиат, что ли? Да ёпрст. Опять этот. Помнишь, я говорил, что ты всегда приходишь вовремя? И вот это опять случилось. Что на этот раз? Моего друга надо отвезти в Элевсинское святилище, на границе с Мегаридой. Дальше он продолжит путешествие сам. Твои друзья, мои друзья. Дай угадаю. Момент, твой обман вскроется. Что ты имеешь в виду? Это твой друг. Кто он на самом деле? Потом не окажется, что он известный преступник или что он не просил о помощи. Как ты можешь так про меня думать? Отношения надо строить на доверии. Ага. Но ты предпочитаешь врать. Это ложь во спасение. Я просто пытаюсь... На доверие, говорит, строить, а сам бздит иногда. Нужна защита, ты знаешь. Хорошо, я постараюсь быть откровеннее. Давай к делу. Мне нужно провести твоего друга через границу. Да. Что, и все? Провести осторожно. Избегай дорог, людей. Будь в тени. Защищай моего друга. Я позабочусь. Давай, попробуем. Я верил в тебя. Нам пора идти. Проводи его до Элевсинского святилища. Это недалеко, но переход может затянуться. Ничего страшного. Хорошо, что не плывем. Подожди секунду, дай-ка я сохранюсь, а то потом опять квест искать. Если что-то не так пойдет. Так, и карта, куда нам идти? Быстренько заглянем. А, он сам идет. До какого-то святилища, да? Где у нас святилище? Священная равнина Дементры. Угу. Вот, еще, вот, появился. Сократ, ценность жизни. Вот, Мишань, походу здесь вот будет что-то. Опять Сократ там будет душить на этими своими предсказаниями. А как ты думаешь? А ты как думаешь? Я рассказывала тебе. Я благоволят боги. Благоволят боги. Да иди ты отсюда, пес. Блин, козел, пес, вот напали. Вот-вот-вот, мы сейчас пойдем к Сократу сходим. Вообще какие-то два ключевых персонажа. Алкивиат и Сократ. Нам лучше выбрать безопасный путь. Угу. Куда мы скачем-то?
Вот он с рысью борется. Афиняне. Слушай, довольно-таки прилично уже ускакали-то. А, ну все правильно. На священные земли. Это еще Аттика идет. А это уже биотия. Биотия какая-то. Я почти заскучал. Фига себе. Тихо, ты тихо. Не торопись. А, ты на коня уже сел. Эй, 31 уровень. Вчера 4 уровня подняли. Сегодня еще сколько, парочку подняли, наверное. Не, вчера не 4, вчера где-то 2 или 3, и сегодня парочку. Ну да, квест побочный, как вчера Вячеслав написал, говорит, почаще выполняй. Типа, это решение хорошее. Я уже взмокла под этим капюшоном. А, это девочка? Тулё. Такие глаза изумленные, да? Алкивиад сказал? Я сама его попросила. Так надежнее. Алкивиад очень помог мне и не ошибся, доверив... Привет, Денис, привет. Добро пожаловать тебе, хорошего дня. Здорово, ты... проходи DLC. Нет, DLC у меня нету. Какие есть, такие прохожу, Денис. А к чему такая скрытность? Скажи, что случилось. Я притворилась мужчиной, чтобы меня не узнали. Мне нужно было сбежать от мужа. И ты доверилась Алкивиаду. Моего мужа трудно сбежать, найдет. И с ним трудно. Алкивиада можно подставить, да? И он уладит все. Дай угадаю. Алкивиад был у тебя в долгу. Или хотел, чтобы в долгу была ты. Не знаю, о чем ты. Он ничего у меня не просил. И никогда не просит. Я знаю многих людей, которым он помог совершенно бескорыстно. Ну, типа, смотри, человек-то хороший. Передай Алкивиаду. Хоть иногда нам врет. Не знаю, как благодарить его. И тебя за помощь. Я никогда вас не забуду. О, дали клинок. Что-то через границу. А что за клиночек? Ну-ка. Урон убийцы. Так, уже хорошо. Урон от кинжала. Шанс у крита при... О! А, что нам надо? Нам надо урон от яда сюда поставить. Крошечный, говорит. Крошечный. Вообще крошулечка. Урон от яда, да в принципе тоже можно не ставить. Ту-туру-туру-ту. Ту-туру-туру-ту. Спасибо большое. Так. Или просто силу крита. Короче, ладно, что-нибудь поставим. Мне в любом случае понравились они. Так, а на второй слот у нас там с вами какой-то посох. Урон от посохов убийцы воина. Тоже в целом неплохо. Окей, карта. Так, там Сократ, тут у нас Алкивиад. Твич.
Элевсис, какие тайны ты скрываешь? Стой, а у меня случаем рестрим не идет на Twitch? Не идет. Ребят, вы чё? Чё там с Твичом? Чё не то? Добро пожаловать, спасибо. Ты лучше DLC, ты про клинок. Нет, я клинок пока никак что-то не придет мне в голову купить. Мне как-то либо 250 надо этих валюты, либо, не знаю, что-то у меня прям сомнения какие-то. Там не клинок, мне там лук советовали. Я хотел тут посмотреть этого кузнеца. Тут есть кузнец? Можем, по идее, тут посмотреть и квест. Алквиат пропал. Там Сократ. Да, там Сократа. Сейчас здесь посмотрим. Филистерион какой-то. Так это он и есть, елки-палки. Брат, здорово. Свет солнца и луны не затмит красоту моей избранницы. На меня боги обратили свой взор мимолетно. Ею же любовались долго. Ты умеешь красиво говорить. Можно даже подумать, что ты поэт. Эту красоту нельзя описать словами. Так, ты влюбился? Да, скоро свадьба, а мне еще столько нужно сделать. Если нужна помощь, скажи. Еще не знаешь, что делать, но уже согласен? Неожиданно. А нужно мне вот что. Подношение в храм, кольцо и цветы. Отдашь моей невесте Ириде. Она знает, что делать. Хорошо. Почему о ней я раньше не слышал? Мы давно знакомы, но ты не рассказывал об Ириде. Я много чего не рассказываю. У тебя ведь тоже есть секреты? Так, цветы, кольцо, еда. Где искать Ириду? Она у алтаря любви. Какое точное название, правда? О, и смотри, не потеряй голову. Так. Алтарь любви, друзья. Как вам? Там лев бегает. Смотри, охотник со львом. Надо бежать отсюда. Возьми цветы, угощения и обручальные кольца у алтаря любви. Где он находится-то? В Атике. Классно. Алтарь любви можно найти на северо-западе осажденных равнин. Осажденных. Так. Осажденные равнины. Давай смотреть. Северо-запад. Это где-то вверху. Запад, север. Осажденные равнины. Хотя тут можно присмотреться, если это алтарь, то это некая постройка. Постройки у нас тут вот только раз и два. Ну, это вот этот знак вопроса самое, что ни на есть точная географическая метка, да? Филипп, помчались. Да где ты? Да стой ты. Давай. Давай. Иннокентий, Филипп. Топ название просто мне. Да, ты стой ты. Сейчас какому-нибудь медведю мы прыгнем прям в пасть. Вон уже кто-то на нас нападает. О, это кто? Кто? Давай. Стой. А кто это? Прометей. Нашел. А кто тут еще? Я нашел. Вот ты где.
Стой, врать. Гермес, Прометей. Давай. Сейчас таки раз, а туда попасть невозможно. Опять охрана. Алтарь любви. Подожди, дай-ка я сохранюсь. Вот, а я же говорю. Просто так не зайдем с вами. Хотя, может быть, и трогать не будут. Для подношения как раз подойдет. Греция как на ладони. Любишь долгие прогулки с вершины этой горы, можно увидеть всю Грецию целиком. Иди по дороге на запад к статуе Прометея, потом долго иди на север. Найди меня на возвышенности Арапоса. То есть до статуи, а потом на север и какой-то Арапос. Не знаю, стоит оно того, нет. Есть бдительные стражники. Эти цветы как раз подойдут для свадьбы. Блин, мужики, ну что ж вы такие? Причем это спартанцы. А, тренировочно еще. Ну, еще и сокровища соберем. Так, проверьте снаряжение. Да, я в курсе, да, мне надо уже мое снаряжение как-то улучшать. Кивиаду это кольцо придется по вкусу. Так, Филипп, тихо, не пали контору. Что? Дай угадаю. Ты от Алкивиада. Да. Как ты узнала? Нормально. У него талант заставлять других делать все за него. А еще он весьма разборчив в выборе этих других. Он предсказуем. Потому и достался мне так легко. Ну, я потек. Друзья, дайте 2 минуточки, с вашего позволения, блин. Сейчас я хоть на балкончик воду подышу, а то опять прикипает. 2 минутки.
происходило. Так вот. Так, друзья, продолжаем. Как ты его используешь, это мое дело. Ты как будто его используешь. О чем это ты? О том, что я очаровала его. Ну же, за таких, как он, не выходит по любви. Что же тобою движет? Алкивиад однажды станет правителем. То есть, все будут так считать. А править буду я. Как Аспасия при пересуде. Хитрая. Хитрая. Как ты можешь так поступать с Алкивиадом? Перестань. Уж Алкивиад это точно заслужил. Ты же сам все видел. Безмерная похоть, ложь, возлияние. Так ты думаешь, он получит по заслугам? Конечно. И не сказать, что он будет в проигрыше. Ведь я так хороша. А если я все расскажу Алкивиаду? А зачем? Ты видел, он счастлив. И впредь будет таким всегда. Что плохого в том, что я получу что-то для себя? Решай сам. Спасибо, что помог нам. Это вообще трындец. Алкивиаду это, говорит, понравится. Может быть, Алкивиад тоже в курсе этих всех дел? И они что-то замутили такое. Ну, знаете, как замуж по расчету. То есть он свое какое-то получает, а она свое. Готово. Прекрасно. И как тебе моя Ирида? Великолепно. Очень хороша. Теперь мне понятен твой выбор. Я так и думал. Хоть я и не нуждаюсь в подтверждениях, все равно приятно, что кто-то считает так же. Так, Ирида тебя использует. Не женись на ней. Она сказала, что использует тебя. Правда? Да. Она особенная. А ведь я мог ее упустить. Жду не дождусь нашей свадьбы. С тобой было приятно поработать, Алексиос. Всего тебе хорошего, Алкивиад. Ладно. Если что, Пускай сами разбираются, да? никого другого. Мы оба знаем, что ты не откажешь. Посмотрим. Шлем любовника. 18 тысяч опыта. Так, что это за шлем? Охотника от попадания в голову и урон от лука с большого расстояния. Кстати, да, это чисто пострелять неплохо смотрится. Шлем. Лук у нас тоже, смотри. Лук Валентина. Урон охотника от яда. И клыкастый лук. А, у меня тут натравленные. Смотри, у меня тут отравленные стрелы. Скорость усиления атаки. Ну, короче, лук топ. Процентов от яда. Вот как понять, это же не... Это же... Да, это в процентном соотношении. То есть яд, когда наносит какой-то урон периодический, тут еще плюс 16%. Ну, фиг его знает, честно. Тут фишка то, что заменяет обычные стрелы на отравленные. Тут как бы и то хорошо. Ну, давай попробуем. Давай, охотника от яда. Дальше едем. Алкивиад. Так, ладно, они получили там свои, пускай разбираются. Да, по квестам, по крайней мере, мы продвинулись уже немножко выше. Теперь я хотел бы еще на Гиппократа пойти выполнить. Возможно, там будет этот культист. Блин, плохо то, что тут ручки
Еще выше. Либо стол надо ниже какой-то приобретать. Так, ты где? А вон. Опять рысь. Да иди отсюда, блин, мышь. Ты... Типа я к чему? Урон от яда обычные стрелы, либо усиление урона охотника. Но как-то, знаете, и то интересно. Потому что если я ставлю, допустим, необычные стрелы, вот переключаюсь, то тут усиленные. 30 штук. Наверное, пора бы ими пользоваться. Лук-то мы с вами оставим. Подожди, это Гиппократ? Фу. Плюнул что-то. Теперь на порку приглашают зевак? Новый способ унижения. Но я не смотрел. Лишь проходил мимо. Я человек, заплативший за свободу, но оставшийся рабом. Так бывает? Хозяин назначил цену, и со временем я собрал нужную сумму. Я отдал ему деньги, а он говорит, что договора не было. Позвольте помочь. Нельзя. Я поговорю с ним. Правда? А где я, Гиппократ-то? Я Фаидон. Не знаю, кто ты, но тебя точно послали боги. Они услышали меня. Верно. Ты заслужил их помощь. Ты не такой, как все. Я чувствую. Пожалуй, Да. ты прав. Тебя, говорит, послали боги. Спасибо тебе. Мой хозяин у Серебряного рудника присматривает за другими рабами. Во-во-во-во. Я поговорю с твоим хозяином. Едва ли он прислушается. Ему придется. А прикинь, это самый Гиппократ, тот самый культист. Так, подожди, а где он? Поговори. Вот он, да? Ну-ка, дай-ка я... Кошмар, кошмар, кошмар. Да, у нас все в кошмаре. Допустите меня. Ты силен. Если ищешь работу, я мог бы сделать тебя надзирателем. У меня есть работа. Я тут из-за раба, Фаидона. Я не знаю их имен. Не трать мое время. Позволь мне все объяснить. Люблю, когда меня умоляют. Я понял. Ну, что? Да, да. Человек заплатил тебе за свободу. Он хочет, чтобы ты отпустил его. Не помню такого. Но я сегодня добрый. Окажи мне услугу, и я освобожу его. Вот он, Какую? культист. Нужно убить одну женщину. Ее семья... Я уже понял, Мишань. Но так пожелал культ космоса. Вот, вот, вот. Член культа? Если так, тогда ты знаешь, кто я. Ты умнее, чем о тебе говорят, хозяин Орла. Может, мне проще убить тебя? Проще. Но если я умру, раба не спасти. Ведь только я знаю, где его бумаги. А почему эта женщина должна умереть? О, извини. Не знал, что должен отчитываться. Нет, не должен. Ладно. А зачем, подожди? Члены культа раскрывают себя. Ты ничего мне не сделаешь, если хочешь помочь этому... Как его? Что делает происходящее забавным, согласись. Мне пора идти. Убивать или нет, твой выбор. Но если не убьешь, твой дружок останется рабом. Свобода одного, гибель другого.
Это глаз, кстати, космоса. Мы получим капюшон змеи. У нас будет комплект, представляете? К отравлению. Обалдеть. Как бы нам это все дело тут не завалить, друзья. И сделать все правильно. Сократ. Братан пришел, да? Мишань, это Ты хочешь просто... говорить о судьбе? Ему надо быть стримером. Славно, у меня есть другая тема. Рад тебя видеть. Огромно, но судьба все сталкивает нас. Ты настаиваешь на беседе о судьбе? Это не спасет тебя от моих вопросов. Что ты успел услышать? О, все. Ты стоишь перед трудным выбором, это ясно. Сколько стоит свобода человека? Может ли одна жизнь быть ценнее другой? Люди все равны. Люди ничем не отличаются друг от друга. Все мы дышим одинаково. Но равно ли твое дыхание моему? Ты не согласен, что дыхание Перикла куда важнее дыхания преступника? Не, наши дыхания равны. Бы ты не сравнивал, ответ все равно будет один. Таким образом, вор и жрец равны, а политик и ребенок тоже. Интересный подход. С меня достаточно. Что ж, Ну, типа, нас всех создал Бог там, да, как у них. Да, это про меня. Ступай. Говорить с тобой всегда большая честь для меня. Взаимно, Сократ. А вот статусы разные. Вернись к рабовладельцу. А подожди, а почему вернуться? Я ж не сделал ничего такого, да, там? В чем дело? Я не стану убивать, чтобы ты сделал то, что должен был сделать и так. Что ж, ее убьет кто-то другой, а Файдон останется рабом. И я щедро награжу его за то, что потратил столько времени. Твоим злодеянием конец. Правильно я сделал, нет? Давайте, друзья, убирайтесь отсюда. А где Феодон? То есть дыхание все равны. Но я фиг его знаю, правильно, неправильно я сделал. Но тем не менее. Опа. Ничто не укроется от космоса. Нюкта-тень. Глаза культа видели все, но командовала ими женщина, которую мало кто замечал. Нюкта был лишь одним из прозвищ женщины. Также известно как Тень. У нее было много имен, характеров и даже биографий. Культ нуждался в человеке без лица, который мог бы всегда оказаться в нужном месте. И этим человеком была Тень. Символ на плаще. На плаще, точнее, надпись на перчатках. И кинжалы, кстати, неплохие мы прям получим. Ну, опять же, урон воина. Ну что же за урон воина? Почему не урон этого убийцы? Вот он-то. Вот он. Урон воина, а крита, вот урон убийцы. Тыдынь. Есть. А вот он комплект. Ну, друзья, у нас с вами комплект Edition чешуйчатый доспех. У нас комплект змея теперь. Все это дело мы убираем. Лучше, хуже, я понимаю.
И смотри, они все 31-го стали. По одному, как бы, подобию уровня, да? Вообще зачетно. Так, а мне еще одного культиста... Нет, там, по-моему, 9, да, осколков надо собрать. Ох ты, что там? Подожди. Убийца воина от посохов. Убийца крита, урон от яда. Ну это ж вообще... Железо, дерево. Ты посмотри. Убийца от кинжалов к шансу крита. Короче, надо идти к кузнецу. Все это дело ставить. Урон от яда охотника, дальний бой. Нет, дай-ка я вот назад поставлю. Понимаю, что охотника, но... Тут что-то поинтереснее намечается. Любишь долгие прогулки? Так, гору ведь греться. Иди к Прометею, потом на север. Найди меня на возвышенности Арапоса. Астракон. Так, и тем не менее, смотри, мы нашли культиста. Этот 49-й мы не сможем. Это точно неизвестно. Этот 49-й, да, тяжеловатый. Давай еще кого-нибудь найдем. Вообще непонятно, где его искать. Обсидиан. Если ослабить... Сокос вступит в морское сражение, если ослабить обсидиановые острова. В волчьем логове в Факиде. Вот это вот интересно. Культист прячется в волчьем логове в Факиде. Факида. Давай посмотрим, где у нас Факида. Вот Факида. Волчье логово. По-моему, здесь какой-то зверь был, я его убивал. Либо вот что-то похожее на какое-то логово. Да? Предлагаю сбегать, почему бы и нет. Сократ этот женился, Сократ вроде тоже что-то сказал нам, видите, как до культиста подсказку нам довел. Уже неплохо. А, плюс, подожди, а мы... Да, мы ее вроде сдавали. Когда этого льва убили. Охотник. Так, я скоро вернусь, да. Комплекс змеи, ну серьезно. А можно ли как-то зафиксировать свой сет? Вариант экипировки позволяет быстро назначить оружие и менять местами. Очистить, сменить значок. Вот так вот. К отравлению, ослаблению. Вообще супер. В логове кого там? Да, иди ты, друг Аида. Ха! Подожди, мы там с вепрем дрались. Если я не напутал, то там был вепрь. Военный лагерь. Не то. Не то, друзья, вот. Это вепрь, да? В волчьем логове. Волчье логово. Так, у нас остается тогда здесь и здесь варианты. А, нет. Вот это не наш вариант. Это залив Ксеркса.
Мы же в Факиде с вами, правильно? В Факиде. Значит, у нас здесь вариант. Давай, давай. И заодно надо орла там открыть. Элла. О, Михалыч там какого-то финянина. Блин, как не посмотришь, так Михалыч кого-то там бахает. А, Михалыч. Давай. В волчьем логове. А чё это? Подожди. Филипп, блин. Где-то здесь. Ах, ты сзади. Слушай, а профитно от яда? Я понимаю, что, может быть, от огня еще профит не будет. Но от яда тоже неплохо. Так, сокровища это мы все забрали. Но это лесной лагерь, это немного не то. И Филипп мой дефол врагов. Блин, Факида здорова. Но это да, это Малида, это не то. Пещера Кори. Это не то тоже. Волчье логово какое-то искать. Лалая. Ух ты, Лалая. Прям водопад, амазонки. Источники какие-то Кефиса. А у вас кузнец есть, ребят? Источник я понял, что... А кузнец есть? Орехалковая руда вижу. По-моему, я еще ни одной этой руды не использовал. Но зато собираю. Не, ну разве не красиво?
Где тут в этих лесах логово этого волка? Да, возможно, типа по квесту туда, но... Ну, Факида, она небольшая, по сути. Тут можно обскакать все вот эти... Гора Парнас. Нет, тут что-то многовато, друзья. Это ж только я пропустил этих заданий. Филипп, вот он. Ну, давай. Красавчик, прям из воды. Как торпеда пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикрой меня. Давай. Исписанная табличка. Так, а что тут еще? Давай, братан. Мы против насилия. Что-то все сыпет. Так, область исследования, разбойничий лагерь Лами. Хорошо. Вот вы поняли, что какой у меня конь боевой? Если я стреляю по противникам, он стоит прям в зоне обстрела. И я по нему. Как только я говорю, задав меня, он скачет от меня подальше. Как-то так. Ладно. Теперь здесь посмотреть. Культист. Мне там немного, в принципе, культистов для улучшения копья. Волчье логово. Убейте вожака медведя. Чего? Ты где? Да хоть сохранюсь, что ли. Ну, только вопрос, Филипп там будет стоять, да? Так, ладно. У нас с вами есть лук. Ой, Михалыч идет. Далеко же. Неплохо он тут обустроился. Шлем триумфирата какого-то. Простенький. С лавандами, Михалыч тут. О, как, друзья. Опа! А это что еще? Коня не трожь, Филипп!
Какой-то королевский медведь выполз. Что-то в некий зоопарк мы попали. Филипп, там еще Михалыч, Филипп. Опять исследовано. А как так это работает? Еще один медведь. Тут, походу, можно до бесконечности медведя шлепать. Так, волчья. Куда у нас еще? Сюда вот знак вопроса ведет. Волчье логово, друзья. Гробница первой пифии. Чего найти? Найди древнюю стрелу. Опа. У меня еще, видимо, стрелки какие-то могут появиться. Это хорошо, безусловно. Давай посмотрим. Смотри, тут. Давненько в таких не было штуках. Так, там что-то отодвигать, видать, надо. Да, а так мы не проскочим? Нет. Змеиный храм. Не, реально что-то новенькое. Дворец Агамемнона. И это дворец, это гробница первой пифии. Хотя, может быть. Но я что-то не нахожу никакого сооружения или... какого-то прохода, что ли. То есть ты посмотри. По-моему, понял. Да стой-то. Ей огонь! Я в огне! Все в огне! Да вообще, да, горим. Опасно. Реально это дворец? Агамемнон? Не, навряд ли. Это гробница же написано, какой дворец. Первая пифия. Тихо. Змею змеиным ядом.
О, ловушка, ловушка. Да куда ты упал? Оно еще ползает, блин. Тихо. О, убийца... Короче, способность, да? То есть я убил сколько-то там ачивку из этих зверей. И теперь у меня можно ставить гравировку 15 к урону. Вот так вот. То есть чем больше я пользуюсь одним оружием, тем лучше. Так, ну там тоже сзади есть куда прыгнуть. Да подожди ж ты. Стоп. Давай мы сейчас сюда вернемся, ребят, потому что я что-то дальше ухожу. Но вся беда в том, что тут еще есть проход. Знакомое место. Факида. Ну, Факида, она как... Одна, наверное, с таких локаций. Тут вроде очко навыка есть. Очко навыка? О, это важно очень. Может быть, найдем. Греческий лук, короче, нашли. Пока что. Так, гляну, что это за лук. Не, это мне не нужен лук. Урон убийцы, урон воина, это мне тоже не нужен. Воина урона охотника. Охотника яда скорости. Но они по сути одинаковые. Воина охотника. Вот, а теперь можно со спокойной душой идти. Да, подожди ты просто, во. Очко, говорит, навыка, да? Вот, сюда я хотел зайти. Да куда ты? Ох ты, сокровище. Да, сокровище, конечно, тут по 20, по 5. Не, ну все равно приятно. Так, а это что такое? Взаимодействовать. Что-то пыль протирает. А, это не стрела, это стела. Древняя стелу, гробница. Вот, вот, вот очко. Ага. Довольно-таки приятно, спокойно прошли, посмотрели. Со змеями поздоровались. Опа. А, ну это, собственно, тот самый выход, да?
Что-то получится у меня сделать? Не. Прикольно. Так, 31 уровень. Да ну мы скоро уже 32 будем. Уровень К5-4. Мне только найти эту... Ну, вы поняли, да? Логово волка. Как там культиста? В волчьем логове в Факиде, вот. А, вот он, друг Аида. Да, мы с ним не дружим. Знаете что? Я увидел кузнеца. Я предполагаю, что мы сюда сходим. Там тоже что-то похоже на пещеру. Может быть, там и есть та самая. Перейди в раздел графических настроек, чтобы посмотреть подробную информацию. Сейчас мы заглянем, сделаем, наверное, гравировочку. Ой, не то я нажал. И комплект змеи, там какой-нибудь шанс крита, там к яду, там. Еще куча дел. Еще куча дел. Ну, хотя бы уже, да, какой-то сдвиг. Там остров пробегали. Тут. Ну, единственное, вот со строконами, прям вот, честно говоря, неохота возиться. Ну, то есть, если ты нашел этот, там по факту-то что у нас? Это руда рехалковая, да, находится в этих остроконах. Лучшие цены в округе. Вот, потом, если будет желание, то поковыряемся. Так, табличек нету. Это плохо. По продажам. Лук Валентина. От яда охотника. Так, это я продам. Да и это тоже продам. Так, и шлем любовника. Тоже продам. Отлично. Так. Теперь у нас по гравировкам. «12 урон убийца. Урон от кинжалом. К шансу крита при низком уровне здоровья». Урон от яда нам тут нужен на кинжалах? Наверное, не нужен. Урон от мощности огня. Процентов от яда. Поставим тут силу крита. Так, где мой лук-то? Вот он, лук. Лук надо улучшать. 7000. Так, подожди. Этот шлем... у меня же теперь, типа, все в комплекте. Этот шлем мы не будем делать. Этот шлем можно продать, либо сломать. Вот здесь мы на губительный выстрел что-то надо поменять нам. Попадание, выстрел в голову. К шансу крита. Хотя бы к шансу крита. Либо выстрел хищника. Это губительный выстрел. Подожди. Клыкастый лук. Сейчас, стой. До новых встреч. Это губительный выстрел. Все правильно. Подходи. Это губительный выстрел. Так. %20 урона. Тогда, наверное, не будем его трогать, а с кинжалами
С кинжалами силу крита поставил. Убийца кинжалов шанс крита при низком. Сила крита. Все как бы нормально. Тут тоже как бы все нормально. Потратили деньги, улучшили, да? По гравировкам идем. Здесь у нас капюшон. 13 от убийцы, длительность отравления. Попадание в голову. Можем от кинжалов еще поставить. Отразить половину урона. Еще сила крита. 3% урона от кинжалов. Пригнувшись. Так, дальний бой. Давай, наверное, урон от кинжалов тут поставим. А, тут мы с вами к шансу крита поставили. Понял. Тут у нас 5% крит урона. Урон от яда. К мощности стихии можем поставить вообще. Доспех, по-моему, самые такие хорошие, ну, прибавки дает. Давай поставим к мощности стихии 20%. Убийца яд и 20%. Обалдеть. Так, тут-то. Тут у нас тоже 20%. Ох ты, портки. Портки. 20, да. Ставим. Так, ботинки. Пригнувшись. От копий. Дальний бой охотника огня. Да, чего? Роднулька, да. Давай пока тут оставим скорость передвижения. Я думаю, нормально. А, тут тоже к стихиям 20%. Тут 20%. Вот здесь вот, по-моему, к стихиям я не могу поставить, да? Тут только от огня. И кинжала. Ну ладно, ладно. Это уже... Все, немножко денег потратили, не страшно. Скажи, если что-то понадобится. Так, по поводу шлема волка. Что мне с ним делать-то? Разобрать его? Да. Разбираем. Так, лук улучшили. У нас все под уровень. Двигаемся дальше. Так, где это логово волка? Может быть. Это Факида, да, до сих пор. О, не-не-не, сохранится. Слушай, Мишаня, а таких святилищ много, да? Это очко умения. Это ж... Хорошая штука. Особо никаких усилий не прикладываешь, просто ходишь, собираешь. Ну, змей там единственное только перегасить, там, перестрелять. О, спасибо за поддержку вам, друзья. Так, Филипп, ты будешь в дозоре, понял? Все, стой в дозоре. А кто там пришел-то таких? Медсестра? С нашей поликлиники? Ага. Че, всем? Хорошо. Не проблема. А где флюорография нам проходит? В Троицке? Не, просто помнишь, в флюорографию мы как-то приезжали, там, ну, туда попасть было тяжело. Там рядом с больницей гейта, да? Ну, съездим, не проблема. О, видал, Мишанька, как? Медсестра теперь пришла. Вчера к Лехе
приходил врач, и к жене врач приходил. Так что, видишь, как все заботятся. Мороженку хочу. У меня нету денежек пока. Так, а кто тут живет-то? Кратоса. А Кратос это не отец этих богов Зевса, так как там в фильме-то? О. Вот это нырнул, так нырнул. Убейте клана. Кого? Подожди. А, вождя клана? Понял. Не стоит здесь оставаться. Да и сохраниться я тоже не могу, братан. Терпи. Да я четверочку-то жму-то сохраниться-то, друг ты. Я сохранялся, да? Да. Мне надо было, короче, эту комбинацию не проводить, двойка-двойка там убивать всех, а нам было все-таки сначала главаря убить. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Вот он. Куда я единичку прожал? Кто видел? Вообще в другую сторону. Бывает. А вот теперь можно и рубить. Ага. Ой, ты сколько у вас там? Топор, топор, сиди как вор. Нет, 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 что за порезы-то? Вождя же где-то по пути убили. Видимо, самый первый. Так, возможно, там выход. Значит, давайте главный холл этот осмотрим. То есть пещера или что это у них? Как это назвать? Главный холл в пещере, да? Гостевая. Вот. Клинок мастера. Окей, еще где-то сокровище. Смотри, мыши летучие, ля. Как они тут летают-то? О! А ты где был-то? Братан, видимо, будильник завел. Но попозже. Тут уже весь клан, короче, сгинул. Он проснулся, только идет.
Дай железо. Кожаны. Ладно, все, друзья. Да, выходим с пещеры Кратоса. Ищем волчью пещеру. Это кого они, подожди, сюда корову завели? А, лошадь. Я просто не понимаю, там я скатывался там и так далее. Ладно, отсюда они лошадь завели. Хорошо. О. Я так много слышал о Леониде. Не верится, что я там, где вершилась история. А, это то есть и есть это ущелье, друзья. Откуда нападал, где спартанцы защищали, да? Круто. Видимо, оттуда нападали. Так, ну мы здесь были уже изначально. С этим, как он, блин, у меня все из головы-то вылетает-то. Кто посох там отдал-то этому? Гермес. Торговля. Посейдон, что-то там такое. Короче, да, не отвлекаемся от наших... Это я уже на Малиде. Мне немного не в ту сторону. Мы ищем с вами логово, да? Ух ты, блин, что-то у меня прям все прикипело к креслу. Филипп, тут надо лететь. Вон туда, да. Покой охотника. Буду осторожен. Ты, дай слезь-то, брат. Ребята, парки спалили, ну нафиг этого охотника. Не успела четверку нажать, а вообще надо было тушиться там откуда-нибудь вниз. Я найду это логово-то. Льва-то, ой, льва, волка. Давай вот так поступим. Амазонки, блин.
стой, стой. Все, капуста. Сойдет. Факида, 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 факида. Короче, я думаю, что это вот все-таки вот это место. Так, друзья, сейчас. Заминочка. 2 секунды. Мурзик, ты похож на рысь. Уфа. Какой красивый фон, а? Сейчас, ребят. Не, Мурзик на рысь из игры похож. Серьезно. Блин. Да что ж такое-то-то? Я прям хочу такой скриншотик сделать красивый. Вам нравится, говорит? Мне нравится, да. Да что ж такое-то самое? У Мурзика тоже ковид, да? ЦПУ на 99% загружен. Вы с какой? Сейчас, друзья, прям 2 секундочки. Так, трындец вообще. Пытаюсь сделать скриншот, а скриншот вообще не работает, этот бар. Ладно, я потом тогда займусь. Сори. Так, а вот в этой штуке я, по-моему, был. Мне как-то говорили,
Ты сюда вернешься по заданию, если я не ошибаюсь, опять же. О, Филипп упал. Хорош, ты прям за мной. Давай, давай. Он тоже летал. Молодец. Элла. Ой-ой-ой. По-моему, почитать Тития глупо. Все-таки он разгневал Зевса и... Разгневал Зевса. Я в итоге не угадал. Ах, где же это волчье логово? Филипп, беги. Беги, брат. Я в одну сторону, ты в другую. А там Михалычи собрались, прям толпа целая. Походу вот оно, да? Вот, сведения о культисте. Так, потерянный ключ. Ну и... Что-то у меня кашель. Комплект бессмертных. Шанс укрыть удара при низком уровне здоровья, урон воина. Не, ну самое главное то, что мы осколок. Хаосом и не щадим своих врагов. А безумную Заисми знали лишь по легендам, ходивших среди крестьян и пьяниц Факида. Они говорят, что она привязывает, да, противостоящих ей жрецов в деревню, оставляет на съедение волкам. Другие говорят, что она спит в медвежьих берлогах, а уходит только, чтобы поймать паломника и съесть его. Все эти люди становились жрецами культа, чья жажда крови была неутолима. Вот такая вот бяка. По идее, это все можно продавать, да, как нам ребята писали. Кто-то там. Говорит, проще продавать. А я все нарез это бью. Так, ну и где она у нас тогда находится? Подожди. Посмотреть-то я посмотрел. Владыка, да не прервется рот. Я найду великого белого медведя, чудовище в пещерах Малида, и стану ближе к тебе. Я услышу твой плач. Сияющий пасть, я приду нечтенцев. Так, короче, Малида, да? Пусть он... Так, великий владыка, что-то, который причинит... Рот, Заимса. Малида. Где у нас Малида? 31 уровень. Нам по зубам. О, открытое местоположение. Кратер судьбы. Это, походу, где мы про отца, да, там что-то узнать. А вот она, Малида, сверху. И вот она как раз-таки. Все, друзья. Извиняюсь.
Фух, ну долго пришлось повозиться-то, поискать ее, так скажу. Однако мы ее нашли. О, тихо-тихо, стрела, стрела. А я что с курсора? А, вот. Так, Михалыч. А вы кто? Одним махом двоих. Подожди. Походу, смотри, мы близко к ней. Тут что-то всю деревню волки поели. Извиняюсь. Да, нормально. Вообще прям. Топчик, сидим, чилим, играем. Ну, типа, с одной стороны, это хорошо, когда ты 2 стрима проведешь, но с другой стороны, иногда это, ну, как бы... Властвуют дочери Артемиды. Нужно глядеть в оба. Лучше один да подольше, Мишань. Властвуют дочери Артемида. Попробуем немножко такой, может быть, формат. Че, как... Вот так я Ведьмака. Не, Ведьмачок хороший вообще. РПГшечка так-то посидеть. Будь здоров. Ну, честно, как по мне, вообще... Честно, как по мне, лучше бы вместо этого Киберпанка они сделали бы 4-ю часть Ведьмачка. Тоже с неким каким-то сюжетом. Продолжение там, как мы с вампиром заканчивали там. Помните, как его там друга-то звали? Последний «Кровь и вино». Мы с ним попрощались. Ну вот оттуда бы и прям продолжение 4-й части. Не надо там графу всякую наворачивать, это никому не нужно. Там графа вполне и оптимизация достойна. Попробую найти укрытие. Так, подкорректировать, может быть. Просто бах, смотри, ее нету. Она тут еще с Михалычем, что ли?
Ну, половина разрабов были за Ведьмака. Тут. Ну, я тоже за это, Миш. А то вышел Киберпанк. Ну, кого-то он пошел, кому-то, может быть, он зашел. Не знаю. Лучше Ведьмачка. Тут вообще неизвестный культист. Тут 49-й. Ой-ой-ой-ой. Убейте зверей. Глава CD Projekt был за Киберпанк. А, глава сам. Ну да, тут не поспоришь. Я просто к чему? То, что Ведьмак себя зарекомендовал хорошо, и можно было бы все эти средства, наверное, кинуть на Ведьмачка 4, а Киберпанк уже позже подзапилить. Они вернутся к Ведьмаку. Верно. Хорошо, хорошо. Так, Нюкта была тень, женщина. А где ее искать-то, кстати? Я что-то вот не пойму. Атика. Даже капитан Крет, который снабжает меня сведения, сказал, что Атика скоро падет. Так. Наш мудрец поехал туда, чтобы все подготовить. Эти земли станут нашими. Ну, что-то не понял, где ее искать. Возможно, мы потом с вами продолжим это все поиски, потому что тут, ну... В битве на Миссаре. Правитель Биаотия. Но я там, по-моему, еще не был. Подсказку, раскрывающую, можно купить в Коринфине. Ух ты, какой шлем-то, блин, опасный. Я прям аж... Ух. 7. Нам еще 2 культистов, и можем копью Леонида еще улучшить, да? Ну, вообще, я думаю, что, наверное, пора бы посмотреть некие... Вернитесь к связанному в Кире, чтобы Факи... Чё? Это где это? Подожди, Греция, Кира? Кире вернуться? Кира наша подруга же, да? А, во. Как так-то? А меня тут не было? А как это? Непорядок. Непорядок. Давай вернемся. Они вернутся. Ну, хорошо. Да я думаю, метро выйдут. Ну, такие культовые серии, лишь бы сюжет не обламывал. Да и всякого там ненужного хлама не было в игре. Я имею в виду на политическом каком-то уровне. Еще на ненужном, в общем, для людей. Графобу тоже эту нафиг не наворачивали. А то накручивают эту графику. Ну, к примеру, я вот Ведьмак. Хорошо оптимизирован, да, так, ну, со стороны. На в основном каких-то видеокартах простеньких идет. Ну и все, а что еще надо? Хороший сюжетик, геймплейчик приятный. А то на графику лупит. О, видеокарта выходит, чтобы пошел Ведьмак там, к примеру. Оптимизация больше бы завозили. Ну, так, чисто субъективно.
Правда? Правда. А то кто-то себе позволит там 30-й серии, к примеру, топовские тиайки. А 20 человек сидят на каких-нибудь 60-х, 70-х видеокартах. Откуда больше прибыли? Конечно, с этих 20 будет человек, чем с одного это с тиайкой. Так, смотри, 32-й, да, мы сейчас левел. Это сколько там? 27-й, 28-й? Я вот честно сейчас не помню. Начинал, по-моему, с 29-го. 2-3 уровня, неплохо. Вчера, сегодня. Каиду всех. Богов, оракулов и Танца с тобой. Сейчас я кое сдам, вернусь тебе. Расскажешь, что к чему. Ух, я думал, опять этот Перикл уже здесь. А это, кстати, кто такой? Подожди, что-то интересно. Мама рассказывала о Кире и священных войнах. Бывала ли она здесь? О Кире и священных войнах. Слава Гермесу, я на свободе. Только лучшие товары. Так, мне купить. Блин, нет у него табличек. Ну что ж такое-то? Здорово. 8 урон охотника. Так, а где этот? Подожди. Это, походу, что-то с орехалковой рудой? Нет? Сейчас, стой, брат. Способность. Одну очко способности. Ну тут туда кольцо, говорю, копье Леониду нужно. Двигайтесь быстрее, Гермес, замедляя время. Выберите способность, чтобы ее использовать, призвав на помощь члена команды, который... Член команды, это который на корабле, что ли? Вспышка яркого света. Ну, я имею в виду вот это вот, моя команда, там, капитана. Так, это мы не улучшим, это мы не улучшим. Что мы тут сможем? Тут тоже мы уже все улучшили. Какие тут есть у нас? Удержите Е, чтобы приручить животное. Животное потеряется. Выберите способность. Так. Пускай 3 стрелы каждая. Урон охотника на 20 при использовании способности охотника. Обычно стрелы не тратятся. Требуется опытный лучник. Мощный стрел, который наносит 1000% урона охотника, взрывается при попадании. Хорошо. Говорит, что урон охотника на 30, а урон попадания в голову на 20. При использовании способности охотника обычные стрелы больше... Ага. Восстанавливает неполную ячейку адреналина вне поля боя. Добро пожаловать! Саргон. Хранитель мифических и невероятных древностей. У меня ты найдешь все, что угодно, если, конечно, заплатишь. Что это такое? Ты так сильно гордишься своим товаром? Похоже, он и правда уникален. Мой товар лучший во всей Греции. Уж поверь мне, разрази меня, Зевс. Я не прочь избавиться от драхм, если цена хороша. Мне не интересны драхмы. Я принимаю только орехалк. А, вот. Слышу. Мало кто слышал. Это драгоценный металл из далеких времен. Он обладает свойствами, которые Саргон весьма ценит. Скажи мне, где искать орехалк. В Греции он повсюду. Просто нужно знать, где искать.
На доске объявлений есть особые задания. Саргон не единственный, кто ценит орехалк. Ага. Покажи, покажи. Посмотрим твой товар. Вы можете получить осколки орехалка, выполняя ежедневные задания, определенные контракты и задания для охотников за головами. У Саргона можете обменять осколки орехалка на эпические или легендарные предметы. Или довериться богам и выбрать олимпийский дар. За 20 орехалковой цена 40. Пояс с костями талия. Комплект дикий кабан. К шансу крит удара при использовании способности охотника. Вообще тоже бомба. Кстати, а что это за совенок? Афиняне известны своим... А, это на корабль мудрости, поэтому... Я, короче, я ничего не могу купить, я всего лишь 10 руды. Ну, я понял, да. Это прям совсем, чтобы себя бустануть по полной. Как это может быть с сюжетом связано? По-моему, никак, да? Не, ну, по крайней мере, я хотя бы знаю, что это теперь. Да, поможем девчуле. Да что у меня вообще так? Во-первых, Оракул, во-вторых, море. И это не говоря уж о команде. У тебя дела с Оракулом? Ты далеко от Дельф. Были, да. Но мои дела не твоего ума дело. Мне не нужен наемник. Помочь мне могут разве что боги. Я бог. Боги, значит? Я к твоим услугам. О, да ты живой бог. Хороший подход, признаю. Кто ты такая? Гелон, капитан Акульего зуба. Твоя лодка? Я что, похожа на Твоя лодка? Корабль, а не Лодка твоя? Да ладно, успокойся. Просто спросил. Я хочу помочь. А, ты ни при чем. Я закончила дела с Оракулом и пришла сюда встретить свой корабль. Это было вчера, и он так и не появился. И где Акулий зуб? Зная я, меня бы здесь не было, нет? Ладно, скажу иначе. Где он должен был быть? Ну, я отпустила мою Гики. Суда паломников садятся на мель, и мы им помогаем. О, твою? Да, я без нее никуда. Найди мой корабль и Гики. Я заплачу. Да, без проблем. В чем дело, и верну корабль. Где лучше искать? Где они? Юго-восточный берег богат на улов. Зажиточных паломников можно заманить в бухту. Ты пиратка. И что, если так? Я тебе деньги плачу. Кстати, она может дать комплект из пирата. Увлечение. А команда могла взбунтоваться и сбежать? Пока во главе Гики нет. К тому же я им еще не заплатила. Их бы остановило это. Я найду их и вернусь как смогу. Расскажу Гелону о Гике. Что-то в поисках команды. Вернитесь, Гелон. Походу, я уже их нашел и убил, или там... Я нашел корабль. О. И? Ну же, где они? Где моя Гики? Даже не знаю, как тебе сказать. О боги. Зевс мог бы обрюхатить всех афининок, пока ты пытаешься что-то произнести. Где они? Они все мертвы. Твой корабль разбился. О, моя Гики. Я нашел лишь ее браслет. О. Гики. Ах, сдается, я больше не капитан. Какой капитан без корабля? Присоедини ко мне, пошли. Это члены моей команды. Свой корабль — это совсем другое, но ты станешь частью нашей семьи. Хм. Ну, я скорее предпочту быть в море, чем среди набожных глупцов.
Договорились, пока я не оправлюсь. Конечно. Ну, где твоя лодка? Лодка? Корабль. Называется Адрестия. Как скажешь, капитан. А когда я, подожди, гики-то эту находил? А, ну ладно. Видимо, когда-то находил. Мне бы вот одну табличку бы, друзья. В броне корабля неплохо. Смотри, у нас тут какой уже. Прям семья набирается. Правда, ритузы она не какие-то некомфортные дала. Простенькие. Так, ну да, давайте орла тоже откроем. Че? Ну, вариаций у нас сейчас по квестам, по-моему, не так много. Это пойти, по-моему, поговорить с Мирин, то есть с нашей матушкой, да, и пойти узнать что-то там про отца. Так, все, разблокировали. Хотя можем даже и не выдвигаться особо никуда. Тут по Факиде можно еще поползать и повыполнять, к примеру, ну, другие любые квесты. Тем самым еще подкачаться. Дом предводителя. Меня тут заметят. Будет плохо. Ну, блин, здорово. Тихо. Просто бахнуло что-то у вас там на кухне. Блин, все-таки он крикнул, да? Или это другой? Походу, другой. Там еще один, другой, говорю. Здорово. Че хотишь? Стой, 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 мы еще припасы не зажгли. Теперь тебя ждет только корон. Я нашел! Бой! Чтоб не застали врасплох. Да. Я вот несколько раз единичку серьезно нажал.
А все равно мне пробили. Пойду по следу. Так, давай посмотрим, где тут вообще сокровища, где припасы. Чисто визуально, да? Где-то помещение. Тихо, 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 тихо. О, наручные ассасины. Что-то новое. Вроде бы. Блин, тушись. Ты что ж ты делаешь-то, ну? Нет, о нет! Так, ну и все, да, собираем. Сколько там? 2 штуки находим. А что-то, подожди, карт не подсвечивает, что это сокровище. Почему? Ну, короче, типа... Это все дом предводителя. Дом предводителя. Опыта не так много дают, бегаешь, да? Давайте-ка, да, задание какое-то. Все-таки. Это глаз космоса нам до сих пор отыскать. Понятное дело, это мы заберем. Тут у нас Греция. Вот, вулканические острова. Карта. Это мы узнаем про... А, во. Нюкта-тень. Пойдем, да, по островам. Нюкту-тень мы, я думаю, завалим потом. Главное, что мы знаем, где она. Красиво, да? Вот и лагерь.
Вот это лагерь так лагерь. Так, ладно, друзья. Давайте, да, на сегодня остановимся. Сегодня 5 часиков посидели, опять качнулись неплохо. Квесты поуполняли. Дальше будем проходить с вами, естественно. Ну, встретимся мы, наверное, послезавтра. Завтра у нас Fallen Good, Spellforce. Надо бы тоже это дело как-то попроходить. Ну, не знаю, мне понравилась вообще вся серия, поэтому, ну, как-то так. Вот. И сегодня итоги у нас, ну, какие? Поубивали много культистов в целом. Собрали сет. Все как-то под яд заточили. Потом, возможно, под огонь можно это все дело сделать. Огонь тоже, наверное, топовский. Убили, кстати, да, еще немейского льва. Интересно. Вот. Поищем, пособираем, попроходим. Давайте, ребята. Всем спасибо, кто забегал, кто приходил, кто поддержал и так далее, кто посмотрит. Пишите что-нибудь там. Почитаем, пообщаемся. Удачи вам, добра. С вами был Мишаня. Не болейте. И всем пока.